Здоров, здоров, народ. Ну что, мы продолжаем сегодня проходить, точнее, добивать до финала РДР 2. В планах что? Построить ранчо для нашего Джона Марста и надавать дачу с Микой по жопе. Как следует отомстить, так сказать, Артусика. Потому что все плохо, и предательство это тоже не гуд. Ладно, погнали, короче. Осталось тут буквально несколько миссий, там примерно штук 5, если я не ошибаюсь, и потом мы пойдем на финал. Так, давай по карте, короче, глянем, что у нас тут поблизости. Так, ну это насчет миссии, насчет постройки, короче. Есть у нас еще что-то? Да вроде все. Ну тут дед старый, как обычно, скучает. Это уже не интересно, не актуально, скажем так. Ладно. Туда так туда. mr.тостер. Ну, надеюсь, сегодня точно ботинок найдет свое место. Да, я думаю, они уже приготовили даже свои жопы. Да, тут осталось, я, короче, посмотрел, там буквально 5 или 6 миссий, по-моему, осталось, и это одна из них. Какие тебе эти планы? Ну, конечно. Думаю, это достаточно просто. Ну, то есть, разве это может быть сложно? Думаю, чтением и планированием должен заняться я. А ты постройка. Я как только мог подумать, что ты попытаешься откосить. О, ты просто несправедлив. Это просто не соответствует действительности. Все будет совсем иначе. Я просто побуду пользоваться тем, что у меня есть. То есть мозгом. А ты тем временем используй то, что есть у тебя. То есть твой недоразвитый мозг. Давай начнем. Прежде всего нужно заложить основание. А для этого мы должны передвинуть эти тяжелые балки. Это, конечно, работа не для человека с тяжелым любаго. Если ты только не хочешь мне могилу для меня выкопать. В конце рабочего дня. Заманчивое предложение. А вот и Чарльз. Может, он нас развеселит. Как успехи? Он вернулся, но не скоро. Чарльз, дорогой мальчик, давай помоги Джону с этими балками. Шевелитесь. Короче, школа ремонта у нас. Ты очень меня раздражаешь. Он прав. Нужно приступать. Хотя вообще, по идее, я вроде как по сюжету покупал дом, который должен был уже быть построен. Типа только вот, как черт сказать, с табакерки должен выпрыгивать, короче, уже целым готовым быть. А тут, короче, собери сам. Лего мне, блядь, продали. Ну ладно, давай таскать доски. Вот у нас уже у ремонтника. Куда тащить? Угу. То есть они, короче, кирпичную кладку даже сами положили. Молодцы. Хорошо, что меня не заставили затащить еще и кирпичи. Спасибо и на том. Угу. По-моему, гвоздь он заколотил, который, блядь, просто не дойдет до второй доски. Ну ладно, не будем придираться. Симулятор строения. А негер вообще, точнее индейец, вообще просто гвозди забивает прям так, без гвоздей. А этому гвозди все-таки нарисовали. Красота. А посередине у них печка, я так понимаю, да? А, пизда доске придет. Она раздуется, короче, и все. И потом ее поведет. Такую доску надо сушить. Мне даже не обязательно было нажимать «забить гвоздь», он и так как забивает. Ну окей. Теперь он ногой забивает гвозди. Гвозди в кирпичи, интересно. Да-да-да. Это вообще, по-моему, шедевр, реально, нахуй. Так, это оковка, да, я так понимаю? Ну вот что вы не берете-то? Вот оно что. Ой, як пизда. Все хуйня, Миша, давай по новой. Угу. Что они делают, блядь?
Мгм. Он стучит под шляпку гвоздя, короче. И он забивается все равно. Хуяк и дверь заколотил. И все. Давай сюда, ну. Старый к индейцу подкатывает. Черепица звучит как будто этот, как его, она действительно из черепицы там. Ну, как будто керамическая. Нарисована как будто кафель. Точнее, нарисована она как будто деревянная. А вон там косяк. Туда будет дождь лить. Джон Марстон, теперь у тебя есть дом. И у тебя тоже? Да, я знаю. Бля, старый, короче, никакого участия в строительстве не принимал, а он его жить зовет к себе. Он даже бабу свою еще не позвал туда. Хотя для нее дом целый построил. А уже старого пригласил к нему жить. А, кстати, индейца не пригласил. Походу, это расизм. И у тебя, Чарльз, о. А пока ты будешь с нами. Спасибо. Джентльмен, счастья этому дому. По крайней мере, до тех пор, пока к этому глупцу не вернется его жена. А стол-то он не сделал. Моя милая Эбигейл, я надеюсь, у тебя и Джека все хорошо. Я по-прежнему дурак. Дураком помру. Но я стараюсь изо всех сил. Стараюсь стать достойным тебя. А там у Эбигейл, короче, уже просто там со всех сторон сосисочная вечеринка. Я сделал большую глупость, чтобы произвести на тебя впечатление. И вот, я купил дом. Та земля, про которую ты читала в газете, что в Бичерс-Холл, она теперь наша. Мы начнем заниматься фермерством. Мистер Геддес помог мне приобрести землю. На выходе из банка я встретил дядюшку. Я знаю, что ты о нем думаешь, но он оказался чрезмерно полезен. Интересно, чем? По-своему, конечно. Что он лежал просто. Чарльз Смит тоже объявился. И он оказал нам с дядюшкой незаменимую поддержку. Вместе мы построили для тебя дом. Я горю желанием тебе его показать. Я скучаю по тебе и мальчишке. Даже больше, чем могу об этом сказать. Прошу, возвращайся домой. Навеки твой, Джон. Несколько дней спустя. Ну, я так понимаю, это уже 3 глава где-то. Эпилога. Один эпилог, он просто по длине, как целая игра. О, переоделся уже. А то в каких-то обносках ходил. Ну, неплохо по инструкции вышло. Я думаю, он бы так не построил. Ему кто-то помогал за кадром. Дядюшка, я думал, ты... Какого дьявола? Че, старый тоже ушел, что ли? Он, походу, как кошак ушел умирать куда-то в лес. Я думаю, что он где-то там. На вот этой вот холме. Вот этой вот холме. Mr. Щабаки пойдет зарабатывать, чтобы кредит выплатить. Да, возможно. Он же на бабки серьезно попал. То есть он в кредит взял только землю. Про покупку дома никто ничего не говорил. bmd.gg. Добрый вечер. Здорово, Вольф. Вот этот дед, если я не ошибаюсь, насколько пробили фанаты, вот этот дед был главным героем игры Red Dead Revolver.
которая выходила на PS2, если я не ошибаюсь. Там как бы некоторые моменты на это все указывают. Ну, там в роликах надо шарить, короче. Я надеялся хоть раз увидеть тебя за работой, Да, хотя бы Влад, раз. Привет, как дела? Здорово, да, Влад. Дела отлично. Сегодня будем заканчивать РДР 2. Джон Марстон, ты веришь в реинкарнацию? Нет? Но я надеюсь и молюсь тому, что там, на небесах, что я вернусь в этот мир молодым. Чтобы когда ты состаришься и будешь одной ногой в могиле, я смогу стать тем самым надсмотрщиком, который ускорит твою отправку на тот свет. У меня смертельная болезнь, а я дам тебе еще одну. Если мы не будем заниматься делами, то все умрем с голоду. Чем заниматься? Землепашеством, разведением скота, посадкой растений. Кстати, вот в этих шмотках, в которые сейчас одет Джон Марстон, он будет в этих шмотках всю игру FDR1 бегать. Имею в виду. Эти земли годятся только для выпаса. Для выпаса? Ну да. Для коров, овец, коз. С козами все просто, но на вкус они ужасны. Я не люблю коз. А коровы, хватит с меня коров? Значит, овцы. Но для скота тебе понадобится амбар. Амбар мы втроем будем строить полгода. Не надо строить какой-никакой амбар, тупица. Сейчас какой год на дворе? Купишь готовый, как и дом. А у нас же эпоха промышленности. Старый, короче, пес дает постоянно какие-то идеи, а у него, у Джона, уже бабок просто нету, ни на строительство, ни желания вообще. Как бы, а тот ему идейки подает, ты давай, а давай амбар построим, потом баньку сделаем. Может быть, еще какую-нибудь повозочку купим, там, давай лошадей заведем. Давай, почему бы нет? Я из-за него не ненавижу современный мир. Да что ж такое? Я с ним разберусь. С кем с ним? Ладно. Я уже не такой шустрый, как раньше. Это вот. Правда, таким шустрым я никогда и не был. Это отсылка, возможно, разрабов к тому, что главный герой в Blackwater поехал. То, что он был главным героем Red Dead Revolver. mr.тостер. Ща говорит 17 век, ты гонишь век новых технологий. Совсем. Так, я с лесопилки. Я бы подумал то же самое. Если подумать, возможно, я сам это сделаю. Блин. Я не позволю тебе это сделать, Джон. Я не позволю еще раз. Че он там базарит? Он, кстати, застрял там, походу. Да, старый пес застрял там в текстурах. Давай подождем. Бля, надо ждать, а то сейчас задание еще прервут. Все, ты догнал? Пошли. Я не позволю тебе это сделать. Я не позволю еще раз тебя ограбить. Нет, нет, тебе нужен тот, кто умеет вести переговоры. Обаяние ему тоже не помешает. А этот человек ты такой же обходительный. Походу, если я не ошибаюсь, они, по-моему, собираются ехать еще раз туда, на склад с деревяшками, и договариваться насчет амбара, если я не ошибаюсь. У тебя и так полно долгов. Я должен сделать все, чтобы помочь тебе. Это мои долги, я сам с ними разберусь. Но если они тебя обанкротят, я потеряю свой дом. А мне тут так нравится. Тебе слишком тут нравится. Ты слишком хорошо устроился. У тебя даже мебели нет. Ну чья вы корова мычала? У этого деда даже своей халупы даже нету. Он просто пристроился к нам, он даже нам не родственник, типа. Нахлебник сраный. Кстати, погуглил, это начало эпохи пара. Ну, игра получается... За Артура, короче, ты играешь в 1899, а это уже примерно 1900, примерно 3, по-моему, или что-то такое. Если я не ошибаюсь. Но РДР-ка первая, по-моему, в 1910, по-моему, году у них события происходят. Или где-то в 14-1914, ну что-то такое.
какие-то вот начальные года. Короче, между РДРами по сюжету, там, по лору игры, короче, у них там, по-моему, где-то 10 лет, короче, между частями. Тостер. Только что показывали 1789. 1789 это старый дед, его типа подколол. Он его типа подъебал в плане том, что ты что думал, сейчас 1889? Нихера, сейчас гораздо позже время. Но я тебе говорю, то, что 1899 год, это вот когда ты играешь за Артура. Артур подыхает, проходит несколько лет, и мы играем за Джона. После вот этих вот финальных титров в RDR 2, ты играешь, если в первую часть, то там получается 1900 примерно 7-й, 10-й, может быть 14-й год, где-то так. Примерно вот такое вот время. Да, мы снова на лесопилку, короче, приперлись. Поговорите с продавцом Бруса. Хуяка там закрыта. Обед. Стой, жди. И как у нас дела? Как малышка Эмили? Эмили? Извините, как ваши дела? Прицелиться можно, просто сразу ему все, весь брус забрать. Нам нужен амбар. Ну конечно, столько картошки. Мы будем разводить скот. Что на вас нашло? Сколько психов со шрамами на лице покупают в этом магазине готовые дома? Извините, ну что скажете? Да похер какой. Может вон тот? Вон тот. Отличный выбор. Парочка таких у нас есть на складе. Я мигом вышли его вам в Блэквотер, а я в Бичерс-Холл. Извините, конечно. Видите ли, Джерри моя жена. Приятно было вас снова видеть. Да, приятная встреча, как и всегда. Был рад повидаться, обожаю вашу продукцию. Мы как мы за это заплатим, так же, как и за все остальное. И снова дайте кредит. Вообще, по идее, банки не должны выдавать второй кредит, пока первый не заплатишь, потому что он, блядь, может так каждый день ходить, набирать себе и все. Почему не взять сразу побольше, я не знаю, во-первых. Во-вторых, еще один вопрос. Мы, говорит, сейчас у вас купим амбар. У нас есть, говорит, парочку готовых на складе. Тогда они не знали, как вырезать определенную, ну вот как сейчас в опилках, там, знаешь, покупаешь готовую мебель, типа, и вот тебе там 3 дощечки вот таких приходит, 3 таких вот, и все это выпилено под один размер. А там просто вот мы типа сейчас просто тебе отгрузим 16 досок, короче, и у тебя амбар, блядь, будет готов. Я не знаю, что-то как-то странно это все. Ладно, окей. Вы хороший клиент, и вы мне нравитесь. И Дэвиду Геддису вы тоже нравитесь. А этот человек меня очень раздражает. Можете дать мне еще всего пару дней? Конечно. Люблю умолять на коленях, еще когда ты выставляешь себя на посмешище. Джон. Эй, это Сэдди Эдлер. Эй, Джон, как ты? Привет. Я рада тебя видеть. И тебя тоже. Да брось, старый ты чудик. Послушай, Сэдди, у тебя есть работа? Я, в общем, в отчаянном положении. Работа? Насколько отчаянное положение? Мне нужны деньги, куча денег. Он собирается строить амбар, но у него нет на это бабло. Он идет брать кредит, ему это, скорее всего, кредит одобрили, насколько я понял. Но денег у него все равно нет, у него нет работы. Он просто взял деньги в долг, короче, и вот как... Тостер. Да. Вообще деньги будут. Деньги-то будут, но камон, он вообще ничего не понимает. Он делает как мудак просто. Он сначала занимает, а потом думает, где эти деньги взять, чтобы отработать. А если бы он Сэдди-то не встретил, что делать? Долгов все больше, и я готов... А это законно, говорит? Вполне себе законно, но при этом довольно опасно. Вдвоем мы справимся, а вот одна бы я не стала с этим заниматься. У меня нет выбора. Ладно, туда пошли. Сэдди, береги его, он ведь как нежный цветок. Причем мне не дают возможности зайти в магазин, в оружейный, докупить, короче, там, патронов. Меня заверили, что преступника можно найти на ранчо Багряный Небосвод. Я знаю, где это. Хорошо, тогда веди. Езжайте Багряного Небосвода. Ну окей. Ну что, наводка на Багряный Небосвод свежая, но я не знаю, сколько у нас времени в запасе. На Багряном Небосводе побывал один торговец. Владельца он не нашел.
Мы видели там некого Тима мексиканской наружности. Где-то в тех краях ошивается. Отбился от своей банды и застрял в Вест Элизабет. В смысле, блядь? Весь забор пошибал. Я думал, она за мной скачет. Что за хрень? Это наверняка он. Решил затаиться там и пережидать. Но мы доберемся до него первыми. Угу. Сэдди, так кого мы ищем? Рамона Кортеса. Один из банды Дель Лобос. Дель Лобос? Да, если вернуться туда, где мы были, он в Нью-Остин, ты на них гарантированно наткнешься. Уже натыкался, там в основном мексиканцы. Некоторые из них, но еще с ними калифорнийцы и обычные американцы тоже. Разношерстная компания. Как и у нас была. И они дружелюбные ребята. Очень. О да, они там такое вытворяют. Поджоги, убийства и тому подобное. Ага, это был сарказм, короче. Я наслышан. И за порядком следить некому, кроме шерифа там Вилда. Он, конечно, вкалывает за 10 но все его усилия — это капля в море. Там сейчас царит хаос. Дается мне помощь, ему не помешает. Как-нибудь загляди к нему. Знаешь, я тут тоже угодил в переплет. Та банда, про которую ты говорил, это братья Скиннеры. Бля, тут одновременно надо и за дорогой следить, и еще сюжет читать. Охуеть вообще, как обычно. Они самые, нехорошие люди. Хорошим их точно не назовешь. Они схватили моего работника, а он умер в мучениях. Мне жаль, Джон. Мы дали им отпор, просто мы оказались слишком нерасторопны. Я жалею, что мы его так подвели. Блять, ничего, лошадь-то не едет. Что за хуйня? Это пизданутая. Я уверен, что ты дал мне все, что мог. Я слышал, что они вытворяют с мужчинами. Неописуемые вещи. Я надеюсь, больше ты с ними не столкнешься. Я тоже надеюсь. Блять, еще дорога постоянно меняется. Твою мать. Короче, если что, я, говорит, буду готов разумно. Ты представляешь, я построил дом. Поздравляю. Из соломенных тюков? Нет, из пиломатериалов. Мы с Чарльзом строили, а дядюшка наблюдал за нами и командовал. Козел старый. Реально как пиявка. Но дом прочный получился. Хороший. Хороший, ма. Крепкий, ма. Уже на Марстона теперь есть собственный дом. Приезжай, посмотришь. У нас там хорошо, Сэдди, невзирая на все это. Я стараюсь избегать понебратских отношений с работниками, а то это все могут неправильно истолковать. Так вот и для тебя кто? Работник? Ага. То есть Сэдди у нас еще, блядь, с кем-то подрабатывает на стороне, кроме Джона. Угу. Ишь ты какая. С точки зрения банка, да. Ну, значит, с понебратством покончено. А теперь будь паинькой, найди этого бандита. Слушаюсь, мэм. Так, наконец-то они напизделись. Давай хоть лошадь почистим, а то она статус теряет. Все? Напердолю? Наконец. Кормить мы его, конечно же, пока не будем. Там овощей у меня не очень много. Они могут даже Джону пригодиться. А то я так в магаз так и не заходил. В общем, сейчас что? Сейчас будем мексиканцев отстреливать. Кстати, а где они? Ну-ка, ну-ка. А нет. Короче, Дач с Микой, они тусят примерно вот в этом вот районе, где у нас зимний биом начинается. Так что по заданию можно будет посмотреть, какая миссия будет финальной. mr.тостер. Под музыку из фильма «Отчаянный». Деспирадо. Вот это и есть багряный небосвод. С виду все спокойно, но Рамон Кортес, попробуй только не найдись. Так, ну надо какую-нибудь борздую пушечку с собой схватить, я так думаю.
Пойдет, наверное, да? Да, вот так давай. Сейчас опять тут надо будет все раньше стопудово перестрелять. Посмотри в этом амбаре, а я заглянул в дом. Я башкой в текстуры проник, дверь так и не открылась. Ну, давай выбиваем. It's Johnny. Рамон Кортес, мы пришли за тобой. Сдаваться и никто не... Сдавайте, и никто не пострадает. Так, а оружие что? Достать не... Он не хочет доставать оружие. Да, кто бы сомневался. Не сопротивляйся, засыпай. Хуя у него шляпа. Как у мистера Руфуса из этого. По-моему, Руфус звали Том и Джерри. Дядюшка. Джерри. Вроде да. Он только что пытался меня убить. Ну так бывает. Херак. Да, это он. Пошли, отвезем его к шерифу. Все что ли? Я думал, сейчас какая-нибудь кровопролитная бойня будет. А я без шапочки даже. О. По идее, сейчас просто надо этого чувака отвезти к шерифу. Но, возможно, по дороге будет какая-то перестрелка. Отвези меня туда, я тебе щедро заплачу. Больше любого вознаграждения. Молчи. Угу. Переберемся здесь. Короче говоря, он просит, чтобы мы его отпустили. А я тебе, говорит, бабла дам. Ишь ты какой. Кстати, да, я помню этот городок. Тут эти феминистки бунтовали. У меня до сих пор от этого места мурашки по коже. Привяжи лошадь тут. Где тут? А че там возле отеля остановились? Шериф в другом месте. Принесешь Кортеса, хорошо? Ну, давай. А, да-да-да. Мы вот там заканчивали перестрелку. Начинали здесь. Ну, вообще, да. Ну, нет, мне кажется, не все так просто. Должно что-то произойти. Просто так доставить мужика, это будет слишком лайтово. Шериф? Шериф, мы поймали Рамона Кортеса. Кортеса? Точно. Поздравляю, как это удалось? Он прятался в куче дерьма. Охотно верю. Ты как, Рамон? Не жалуюсь, мистер. Слушай, сколько ты хочешь? Сколько вы все хотите? Я дам $2000 золотом тому, кто меня освободит. Рамон, боюсь, что ты с этим опоздал. Ты был очень плохим мальчиком. Сейчас мы с парнями отвезем тебя в Сен-Дени и посмотрим, как тебя повесят. Ладно, если вы так думаете, то пусть. О, Рамон, я не думаю, а знаю. Садитесь. Помогите мне его охранять, а когда понесут, тогда мы его отсюда увезем. Не вопрос. А скорее всего, сейчас кто-то его попробует вытащить или что-то такое. Решили, что смогут вернуть старые дурные времена. Это про банду, он говорит. Но вы неплохо постарались. Я трактором, блядь, заднюю стенку просто выдерну. Да и все. И тишина. И мертвые с косами стоят. Бля, у Джона гораздо быстрее, кстати, чем у Артура борода растет.
Ну, судя по вот этим вот сомбреро здоровенным, это приехали и мексиканцы. Верните нам нашего друга. Шериф Томас, у вас примерно 10 секунд. А потом мы всех вас убьем. А хули нет, бля, хули нет, бля. А хули нет, бля, хули нет, бля. А хули нет, бля, хули нет. На жевательный табак. Спасибо, Макс. Ну, чтобы я сидел, стримил и сплевывал его под ноги. Здорово, здорово. Спасибо. Спасибо за поддержку. Теперь это порядочный город. 3. Берите их, парни. Кстати, там среди всех-то вот случайно не Мика ли был? Уж очень чувак на него похож. Вот этот вот. Вот, блять, он копия прям этого Мики. Нет, я его замочил. Значит, это не Мика. Так, ну я их положил, но они все не сдохли. Там один еще. А чё, уходи из укрытия. Хули ныкаться. Айда всех мочить. Так, я чуть своей лошади жопами прострелил. А ямба. Так неинтересно. Ну-ка давай. Стрельба по-македонски. Одолевает. Да, давай вот так. Ну давай быстрее заряжайся, он сейчас убежит. Все, его завалили. Еще есть кто-то? Еще один. До свидания. Еще один есть. Где он? Бля, там что-то взорвали. А, этого Кортеса вытащили. Тюрьма. Они разнесли мою тюрьму на кусочки. Он исчез. Но мы его привезли. Так что с вас причитается награда. Его здесь больше нет, мэм. Мне заплатят только, когда я доставлю его в Сен-Дени. Мистер, вас уже ограбили сегодня. Хотите и пулю схлопотать? Вы мне угрожаете? С чего бы нам угрожать? Верните его, и я вам заплачу. И еще накину $50 сверху. $100. 75. Больше не могу. По рукам. Пойдем, Джим Милтон. Причем Мику мы также с другого города, Саннесбурга, вытаскивали. Просто выдрали кусок стены и все, и можно было спокойно удрать. По-моему, это самый знаменитый, короче, режим похищения у них там на Западе. Просто кусок тюрьмы выдрать и все. Ну, поднимай эту курву. В принципе, тут уже похер на карму на самом-то деле. Можно вообще всех шмонать. Это уже никак на концовку не повлияет вообще. Кстати, пока оружейник работает, давай-ка мы, да? Патрошек-то нахватим. Ёкало мене. Где он? Блять, и нет никого. Ну там что, дрочит, что ли? Закрыто. Ну давай мы тогда просто патронов наберем. Во, и все. Хули, если бесплатно валяется, почему бы не взять? Нет продавца? Это не мои проблемы, короче. Халявные патроны. Почему бы, да? О, патроны, револьвер, пистолет, карабин. Сейчас мне, блядь, шею кто-нибудь прострелит, пока я тут оббираю магаз. По идее, кроме жратвы и патронов, мне больше ничего тут не понадобится в этом городе. Да и, я думаю, до конца игры. Так, ну и все, в принципе. Стой, каталог.
Если я не ошибаюсь, где-то у скандинавов такая фигня как бы нормально приветствуется. Если ты едешь, допустим, по городу, где-нибудь за городом, ну, я типа увидел в передаче что-то вроде «Орел и Решка» или что-то в этом роде, ты просто, короче, за городом проезжаешь, да, тут тоже, короче, все. Макс Ланг. Это трофей, а не поборы. Думаешь? Ну, короче, я просто у них взял взаймы. У меня карма упала. Блять, магазин, короче, нельзя выбирать. Ладно, окей. Так вот, у скандинавов есть такая фигня, они там где-то видел в передаче то, что мужик, короче, едет мимо за городом где-то, стоит палатка. В этой палатке, короче, просто насыпанные ягоды в лотках, как бы. И, по-моему, какие-то напитки стоят, продавца нету. Ты просто берешь, что тебе нужно вот в этой палатке, оставляешь бабло, никто ее не утаскивает, ничего, как бы. Никто не пиздит, просто все берут, что нужно, и кладут деньги. Чисто на честном слове. Если бы такое у нас в России было бы, я был бы в шоке. В шоке вообще. У нас бы давным-давно, наверное, эту палатку снесли, все бы разграбили и бабки бы забрали. Буква Г. Гуманность. Да, с магазином, конечно, не очень хорошо получилось. Причем за патроны мне никакой по карме ничего не предъявили, но за продукты питания, пожалуйста, давайте-ка. Ну и уже будет злой Джон Марстон. Макс Ланг. Ну, в селах такое He есть. said they Не were в men городе. meeting him at Dewberry Creek. Так вот. Start by looking there. Но в городе там просто... mr.тостер. Можно просто воспитывать надо, вот и все. Но на это надо много лет. Это, я бы сказал, надо много десятилетий, чтобы такой, скажем так, иммунитет, блядь, к воровству воспитать у народа. А когда его, блин, гнобят десятилетиями... Ну, короче, вы все сами понимаете. Да, сейчас на статью себе наговорю еще. Это не первый раз, а теперь он сам слопочет кулаком по носу, понял? Мы с тобой оба хороши. Кто-то проболтался. Возможно, один из его ребят. Мы ждали у всех на виду, в этой наспех сколоченной тюряге. Да, что верно, то верно. Мне это не нравится. Шериф приложил много сил, чтобы навести порядок в Роудсе, но... Очевидно, этого недостаточно. Ты думаешь, ему можно доверять? Да, доставим Кортеса, он нам заплатит, но он порядочный человек. Ты говори, я записываю. Я тоже, кстати. Ну и YouTube заодно тоже. Чудно все-таки, да? Мы согласны взять $200 у шерифа, который может и сам тот еще жук. Но не согласны взять 2000 только за то, чтобы отпустить бандита на свободу. Если для тебя это заманчивое предложение, поступай как тебе угодно. Но только не когда ты работаешь на меня. Я не говорю, что это заманчиво. Просто говорю, это чудно, что мы готовы взять деньги у одного, но не у другого. Каждый сам выбирает, кому хранить верность. Себе, Господу, государству. Что мешает просто сейчас взять, короче говоря, деньги у бандита, вырубить его и привести к шерифу еще бабок сорвать? Та-да! Тот, кто хочет преуспеть на поприще охотника за головами, должен ставить эту верность. Чё? Меня ценят за честность. mr.тостер. Так, стоп, я тоже. Так что получается, тут все свои. Так, ты о чем конкретней? Так, ты считаешь, если за человека назначили награду, это всегда заслуженно? Ну да, нет, не знаю, как правило. Если бы я каждый раз задумывалась, кто чего заслуживает, я бы на себе волосы выдрала. Если награда большая, значит это не просто так. Я надеюсь, такая логика себя оправдывает. Кстати, насчет награды никто не озвучивал цену. Может, мы, блин, за $75
$75 работаем. Я там, кстати, индюшку сбил. Можно ее будет подобрать. Потом пожарить. I'd wager that Вон внизу костер. Я готова поспорить, это они. Не сходи с дороги, надо найти позицию с хорошим обзором. У меня лошадь, подожди, какает. mr.тостер. Ну про то, что тут все законники. А. Ну тут охотники за головами, законники, тут все, короче. Все, кому не лень. И все, я так освежевал тушку. По-моему, он выдрал из нее сердце и все. Восточная дикая индейка. Ну ладно. Let's go, girl. Okay, come on. Так, ну давай. Поехали. Серьезно, он как-то странно эту тушку вскрыл, просто взял индейку под мышку, просто взял ее, разрезал, вытащил из нее какой-то кусочек небольшой мяса, брал его в сумку, а тушку бросил, короче. Странно он освежевывает. Причем, допустим, если там, допустим, освежевывать волка, оленя, еще кого-нибудь, там конкретно есть анимация, как он снимает шкуру. Шкуру выкладывает, мясо к себе, кстати. Но тушка все равно остается на земле, но там более детально прорисован этот момент. А с индейкой что-то они вообще не запарились, по-моему. Up here. Видимо, не хуй-то мясо. Давай за мной. Кажется, на берегу ручья есть старая мельница. Вот она. Keep some distance. Соблюдай дистанцию. Сначала надо как следует их рассмотреть. Slow up. А че их рассматривать? Иди да стреляй. Макс Ланг. Мясо мужику, потроха бабе. Бабе перья. Пусть себя очко щекотит. They must be camping down there. Видимо, они разбили здесь лагерь. Hanging around. Что они тут делают? Probably waiting for Ждут лодки, наверное. There's supposed to be Говорят, storm надвигается coming through, буря. So maybe that's the Может, это она их задержала. Всем привет. So what do we do now? Здорово, Баргеймер. I'm gonna go get 'em. Я пойду гореть за ним. You. Ты? Я? Баргамер. You just Лайк. couldn't. А ты просто Why прикрывай. you killed out there? Тебе нельзя тут погибнуть. But it's okay for А you. тебе, значит, можно. I wanna Я die. просто хочу умереть. Besides, А кроме того, those bastards эти are мрази не такие уж и грозные на вид. Смотри, не They перепутай. look Баргеймер, спасибо за лайкос. Да, главное, смотри, не перепутай, говорит, как в прошлый раз. Его бабе цветы, дитя мороженое. Ну и тут, короче, потроха, очко, перья. Да-да, все так. asleep as far as I can Такое tell. ощущение, что они там вообще не все уснули. I'm gonna go. Я пошла. You sure about this? Ты уверена? Just don't seem right. Это как-то неправильно. This is my show, Это мое John дело, Marston. Джон Марстон. Do as your Баргамер. goddamn Делай, told. что тебе Сегодня велено. финалить полностью будешь или как Thank you, получится. Сегодня, да, уже по-любому получится зафиналить, как бы. Просто слишком длинный эпилог. Эпилог 10 часов примерно идет. Я вчера вот не успел, сегодня буду добивать уже окончательно. Тут осталось-то буквально 3-4 миссии, я посмотрел. Ну, может быть, да, уже 3-4. Так, снова мы, короче говоря, с Эдди будем защищать. Ну все, там замес пошел. Так, а чё он через жопу, блядь? Нажимаешь на выстрел, она стреляет через 10 лет. Это странная винтовка. Мне, наверное, винтовку с Алиэкспресса подсунули. Блять. Ты нажимаешь на выстрел, она стреляет где-то секунды через 2. Серьезно? Да, очень странная винтовка. Где баба-то? Вон mr.тостер. он. Леша и его глазомер. Да, да. Че, есть еще кто? All this trouble for Cortez. Make sure you got me covered. Так. Его надо мочить или нет? Похуй, давай на всякий случай. Y'all get down. Джон, спускайся. I'm coming. Я иду. mr.тостер. Он перезаряжает, слышно. Он перезаряжает это одно, но ты нажимаешь на выстрел, и он выстреливает только где-то через пару секунд. One of us has got. Он какой-то заторможенный просто получается. They're still alive, ain't they?
А где воюем-то? А, вот. Let Ramon run away. Я ему в жопу прострелил. Вот эта винтовка неплохо стреляет. И зарядов побольше. Так что. Тут, короче говоря, разное оружие по-разному еще действует. МР.Тостер. Между ударами сердца. Надо на выдохе стрелять. Ёпта. Ну что там, с пулемета что ли стреляет? Так. Где-то он тут вот. Я его не вижу. Но я их как-то убиваю, короче. Видимо, по интуиции. Продвигайся вперед, говорит. Блять, я чуть Сэнди не замочил. Еще и в жопу ему, в догоночку. Люблю я, значит, по жопам стрелять. Че, где? А, вот он. Ишь ты какой. Блять. Это были наши. А тот, короче, походу удирает на лодке там. Бля, сейчас меня заебенят. Целебное средство. Все. Не убивай его, я понимаю, что хочется. Цельтесь в лодку, чтобы схватить его живьем. Так, а чё? Ты хочешь умереть, Кортес? Я и так не желез. Ты правда хочешь, чтобы я тебя пристрелил? Может, на суде тебе повезет. Иди сюда. Get over here. Хорошо, хорошо, амиго. Я возвращаюсь. Если попробуешь что-нибудь выкинуть, то тебя застрелят. Подержи коней, девочка. Бля, у него такая шапка здоровая, он, по-моему, сам ей мог грести просто. Она вместо весла может использоваться. Я сказала, улезай. Тихо, тихо, девочка. Тихо, это не про меня. Она любит погрубее, видимо. Осторожно. Похоже, их еще понабежала. Эй, я здесь. Заткни свою пасть. Давай еще постреляем, мне-то что. Бля, ну нахрен ты ствол-то свой, куколку свою выхватил. Тралась она 300 лет. Сейчас мы этих амиго постреляем. Оп. Он где-то сюда за камнем упал. Еще кто-нибудь остался? Всех перебили. Похоже на то. Скотина. Ну все, помоги его погрузить этого урода на лошадь. А мы его сначала ограбим. $38 откуда-то у него было. Он, видимо, их в жопе прятал. Часто Кортес в лицо выхватывает прикладом. Да там, наверное, зубов уже не осталось просто. Он ему куда-то в десна бьет постоянно. Можно было бы, конечно, их обшмонать. Баргамер, а что после РДР-2 проходить будешь? Resident Evil 7, Luigi Mansion и Dark Souls 3. Ну, Luigi Mansion, я думаю, там еще на пару, ну, может быть, на один стрим. Потом вместо RDR-ки, короче, Dark Souls 3, а вместо Луиджи будет этот 7-й Резидент. И потом 8-й. Этот на скидочку нарвался. Взял обе части. Потому что они типа сюжетно связаны, их надо вместе проходить. Баргамер, а круто. Буду ждать. Да, да, потихонечку все будет. Кстати, надо что-то сожрать. Надо что-то сожрать, а вот провизии-то у меня не очень много. У меня кроме бухла, походу, ничего нормального-то такого и нету. Печенье ассорти, блин, зашибись. Консервированный лосось, давай-ка мы лососенка сожрем. Может, сигу покурить? Нет, не то. Давай так. Нормально. Да и заодно можно лошадку заодно прикормить. Баргамер,
А второй Dark Souls проходить будешь? I couldn't trust you not to kill Пока me. нет. Hell, I couldn't even Пока trust нет. you to Мне kill me. больше третий Will you интересно, agree? потому что там, скажем так, геймплей очень похож на Bloodborne. Он довольно-таки шустрее там и проходит, короче говоря. Хотелось бы поиграть в Dark Souls, только чуть-чуть подинамичнее, чтобы там боевка была, вот типа того. А во второй части там что-то народу много. Многому народу не нравится. Но потом посмотрим, может быть, когда-нибудь и вторую возьмусь проходить. Because you ain't gonna find much use for it in the short time Elden you'll Ring play. тоже, когда выйдет в конце февраля, тоже буду проходить. Я уже ее по предзаказу взял. Time, my friend. Relax, mister. Тоже же Dark Souls, только в открытом мире. You made a big mistake. Ну и разработчик тот же самый. You should have took the money. You should have taken it. Великий Хидетака Миядзаки. Come for you. I promise you that. We're gonna come for you. Well, I hope they Так, know там just этот Кортес, where короче говоря, ругается, сидит на заднем сидении. С выбитыми зубами. А Сэдди постоянно отстает. Я не знаю почему, но, короче, почему прозрабы как-то херово ее прописали. Она постоянно то ли застревает, то ли не по дороге скачет. Just saying. I Это like странно. that, Ramon. The fighting and the killing. Вот теперь она за мной по дороге скачет ровненько. До этого я в миссиях не наблюдал такой темы. Всегда какой-то NPC, который с тобой по заданию херачит. Он всегда вот с тобой вместе. Тут как-то вот они странно себя ведут немножко. Как будто хуйца подзабили. Slow it down. Так, стой. Here we are. Back again. А, ну блин. Давай, раз уж мы приехали, я хотел просто этот, как его, откупиться маленько. А мужик валяется. А, ну тут все валяется. Мужики и говно. Давай, снимаем Кортеза. Сейчас надо будет зайти откупиться. Походу я там поднакосячил. Видимо, это Домагаз. Let's just finish this. We got him, Sheriff. Шериф, мы его взяли. Я знал, что ты вернешься, Рамон. Ты ведь просто не можешь жить без меня. Посадите его в фургон, ладно? How's the jail? Как тюрьма. Ее нужно немного подремонтировать, ведь этот замечательный человек проделал в ней дыру. В этот раз мы с парнями повезем его в Сен-Дени прямо сейчас. Поехали, Кортес. Sheriff, before Шериф, прежде чем вы уйдете, я вам заплачу, когда доставлю его. И $75 сверху, именно. А пока что до свидания. Погнали, парни. See you soon, amigos. До скорой встречи, амиго. Заткнись. Thanks for this, John. Спасибо, Джон. You send my money to Отправишь мою долю в Of банк? course. Of course. retired from this. Я вроде как завязал с такими делами. Это так, ерунда. Just a simple Обычный arrest. арест. Money for old Легкие Rum. деньги. If you say МР. so. Как скажешь. Ганнета, краеугольный камень игры. Да, кстати, тут через призму говна все показывают. В плане все вот пейзажи. Короче, ты подходишь к лошади, она обязательно срет. А ты едешь по городу, ты видишь говно. А ты проходишь за Артура сюжетку, он убирал там говно. Когда задание с Грейнджером, чтобы получить у него ствол. А когда ты проходишь сюжетку за Джона, ну, эпилог за Джона, он тоже водится с говном. Призма говна, по-моему, это что-то странное. Видимо, разрабы хотели какой-то посыл дать нам, великого, но не смогли до конца объяснить, нахуя. Главное, говно добавили, а объяснить забыли. Я думаю, так. Ну, слушай, неплохой амбар, даже лошадь появилась какая-то, хотя я ее не покупал. И мужик появился. А индеец работает, а старый спит. Ну, как обычно. Все ништяк у вас, я смотрю, пацаны. Я так понимаю, это лошадь индейца. Давай глянем, что там, может быть, какие-то миссии появились. Ну, я думаю, что нет, не должны. Но дачу и Микки жопу пинать мы именно с Сэнди пойдем.
Это точно. Только она шарит, где их найти. Так отдохнули. I was making money. Зарабатывал деньги. И при этом, что ты называешь меня ленивым. Вы потрудились на славу. Эта команда немало помогла. House, Дом, barn. амбар. Look at this place. Поглядите только. I can't believe it. Просто не верится. Спасибо. Весь дом, весь амбар теперь втулки не хватает. Сейчас его жена приедет, стопудово. И он ее будет куканить прямо при присутствии деда, короче. Дед будет на это смотреть и грустно теребонькать свою вялую писю. Такой его удел. Джон не принимал участия в постройке амбара, хотя амбар, по идее, не такой уж и маленький. Он, в принципе, размером как с дом. Индейец его один построил, если дед не помогал. Что за хрень? Может быть, он сам, блядь, вырос от сырости? Хороший, говорит, повод выпить. Пусть не умеем им плясать, гавот и минуэт. ТМР.Тостер. Мы не умеем им плясать. Зато в оснастке корабля нам равных просто нет. Скорей, скорей, стакан налей. Веселье началось. Наш полон трюм чужим добром, а море заждалось. Нет лучше звука для стрелка, чем дичи смертный хрип. Нет лучше звука для стрелка, чем дичи смертный хрип. Для нас орудий громкий залп, как музыка звучит. Для нас орудий громкий залп, как музыка звучит. Скорее, скорее, стакан. Ну, короче, ладно, я не буду учитывать всю эту песню. Короче, они набухались. Главное, чтобы дом не спалили, а то будет очень тупо. Три мужика, ранчо. Им бы втулку серьезно какую-нибудь. Йоу, мы бухие, чуваки. Макс Ланг. Начнут искать Ленни. Да-да-да. He's fine. Let me sleep. Выходи скорее. Кто приперся? Кстати, мебель появилась. Каминчик, блядь, сам под себя нарисовался. That man. Да ничего с этим толстяком не случится. Еще как случится. Скиннеры. You think? Думаешь? Конечно. И, вероятно, они пошли в ту сторону. Но как? Так же вероятно, что они... А у нас есть выбор? Нет. Короче, деда украли. Главное быть наготове. Мы знаем, что это западня. Дида спиздили. Пошли деда забирать. Кстати, шапочка чья-то валяется. Я следил за ними до дороги. Там мы найдем их след. Черт, мы словно забыли про них. Нужно было быть начеку. Это произошло. Ничего не поделаешь. Можно лишь попытаться его отбить. На секунду забыли об осторожности. Тихо. Тут наверху, видишь, кровь? Чё, где, какая кровь? О, господи. Они ушли к Толтрис. Ну же. Где он кровь-то увидел? На камне? Джон, нам нужно кое о чем договориться. Если все очень плохо, тогда нужно думать уже не о его спасении. What the hell? Ты о чем, черт возьми? Если все плохо, то будет лучше положить конец страданиям. Jesus. Ох, ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что без скальпа можно прожить неделю. То есть это будет плохая неделя. Если тебя ранили в живот, то можешь протянуть месяц. Возможно, они его уже убили. Дальше им остается только боль. Отобьем его и тогда посмотрим, ладно? Did you hear Пусть something? сам решает. You think they saw us coming? Думаешь, они нас заметили? Guess we'll soon find out. Скоро мы это увидим. Дальше нужно идти пешком. Okay. То есть не исключено то, что деда похитили с Будуна и сняли с него скальп. Че, Рэйчел лошадь зовут? Не знал. Ну, пойдем, Рэйчел. А куда он свою лошадь-то заныкал?
Может, не просто туда подойти достаточно? Не, надо именно там лошадь оставить. Ну окей. Stay. Достаточно. К лесу. Ну уже. Че, на карты-то мы будем садиться? Как крабики перемещаться? Red people. Вон они стоят. Up there, to the right. Наверху, справа, два скиннера. Lookouts? Часовые. Probably. Скорее всего, возьми на себя одного, я разберусь со вторым. Угу. Кстати, скиннер, по-моему, это был в этих секретных материалах. Один из начальников. Каких? Опа. С ними покончено. Кстати, у нас второе уже задание с Чарльзом They were waiting for us. по поводу стелса. He better be. Keep your head. We'll find him. Come on. Давай еще и обнесем их немножко. Значит, с провиантом проблема просто. Так, ну давай, я иду. Погоди. Patrol Стой, to the left. слева патруль. Easy. Easy. Там 3 человека. Let him go. Пусть идут. Ну окей. Я думал, надо 3 сразу успеть убить. Hold it. If they come from the ranch, Если они выйдут раньше, то отправимся этим путем. Нужно было спалить его, поджигать приятнее, когда они об этом знают. Он старый и больной, долго не протянет. when they come, they'll Значит, know они we're придут за close. трупом. Угу. Деда, походу, уже порезали-то. He was talking about Он говорил про дядюшку. Он жив. Come on. Ну же, они ушли вперед. А патруль разве не может вернуться? Это же патруль. Он должен по кольцевой делать свои обходы, там, не знаю. Взяли бы их заебенили, что мешает? Ладно. Ну, сейчас по-любому бойня начнется. Одними луками тут не обойдешься. Hold up. You hear that? Стой, слышишь? Wagon. There. Повозка вон там, она кого-то тащит. Но это не дед, No. Some other. какой-то другой бедняга. Let's follow. Пойдем за ней, возможно, она приведет нас в лагерь. Stay with it. А давно ли скиннеры повозками начали пользоваться? По-моему, я такое только у ментов видел. Они обычно людей там таскали так. Ну, в смысле, везли просто прямо внутри повозки. Может, мужика обрезать? What do you see? Ладно, я назад. Poor bastard's dead. If he's walking with the body, Пиздец, he чё. must be close. Let's take him down before he gets to the. Okay. Нормуль. Надеюсь, нас не услышали. А тот чувак жив, походу. Кто-то стонет. Неплохо. I think I see something. Я что-то заметил. Huh? Так, ну и давай мы этого тоже обнесем. Дрон и карабин. Почему бы нет? Yeah. Кто-то See стонет. their camp. Видимо, это их лагерь. Что будем делать? That boulder. Залезем на камень и осмотримся. In there, old man. Держись, старик. Подожди, я еще на скалу не забрался. Okay. Okay. Ладно, Can't see ладно. much through this В mist. тумане ничего не видно. Можешь тоже взглянуть? Погоди. Так, если прислушаться, с правой стороны кто-то там. Вон тут все висят, все нормально, они сушатся. Пивку. А это наш дед, я так понимаю, да? На кресте распятый. Народу больше нету. Но это глупо так лагерь оставлять.
У них тут сушеное, либо вяленое мясо, свежее мясо, еда готовится. Я думаю, это подстава. Скиннеры бы жертву не бросили. Ну чё делать-то мы? Надо прямо вот в этот квадрат зайти. Желтый. Давай. Что, Джон, блядь? Пиздец, они помечают эту зону, которую надо по этот, ну, типа, туда зайти. С этим клоуном вообще Чарльзом, блядь, не поговорить. С камня падаешь, Джон говорит. Твою мать. Come on. Не говорите, что все заново? Блядь, ну точно. Ай. МР.Тостер. To the right. Они типа людоеды. Spinners. Да, походу. Probably. Take one. Либо очень жестокий. They're down. Move. Ну, если они с деда просто так собираются скальп снять, то надо думать. Они какие-то типа, знаешь, все смотрели «Поворот не туда» и вот что-то вот в этом роде они такие. Вроде не уродцы, короче, но примерно у них политика такая же. Типа расчлененка и все такое. В Days Gone там тоже фанатики такие бегали полуобнаженные. Ножами себя резали. Ну, тут примерно такие же чуваки. Так, блин, я поторопился. Тихо, 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 тихо. Убейте дозорных или дайте им пройти. Ну и чё, как его... Что это за дозорный? Он прям перед ними дорогу перебежал, им похуй вообще. Бартгаммер. Всех с наступающим Новым годом. Кстати, да. Всех с наступающим. Хэппи Нью Иром, так сказать. Короче, они все-таки заметили. Это во-первых. Во-вторых, по-моему, индеец сам начал стрельбу. Блять, вернитесь к Чарльзу. Теперь, короче... Чё, где он вообще? Еще один дозорный. Повозка, вон там, она кого-то тащит. Is it Uncle? Так давай скорей. Some other poor bastard. Let's follow. Серьезно, я не попал? Попал. Все нормуль. По-моему, индеец там еще начал стрельбу самостоятельно. Либо они его засекли, но скорее всего он сам начал стрелять. Хотя по скрипту он так типа не делал I раньше. think I see something. Uh-huh. А, бля, я что-то заметил. Хорошо, я понял. That must be their camp. Видимо, их лагерь. Что мы будем делать? Залезем на камень, осмотримся. Man. Может быть, вот мне прям на эту скалу надо забраться было? Так он не... Нет, смотри, залезает. Okay. Okay. I can't see much through this mist. В тумане ничего не видно. Можешь тоже взглянуть? Погоди. Посмотрите лагерь при помощи бинокля. Вот что надо было делать. Don't call Твою me маковку. sure. Ну и чего? Nothing yet. Я это и так без бинокля все видел. My God. Боже мой. Нужно идти за ним. Where Осторожно. are they? Где они? Where are they? I don't care. Come on. Charles. Кто бы мог подумать, действительно. Тут весь лес ими кишит, а они прямо в лагерь к ним пробрались. Чё, ну давай быстрее. All right, Jen. Ладно, джентльмены, больше никаких сюрпризов. We're here for you. Ну и все. Можно было сразу замес начинать, как бы, и как бы в рот его ноги. Coming in from everywhere. Давай пониже спустимся. Прям с начала лагеря лучше заходить. We're here, old man. Hold on. Опа, Степа, здрасте. Uncle, hold
Блять, столько патронов мимо. Они прям так удобненько в рядок встали. Это наши? Да, вроде наши. Откуда? А, вон он. Надо еще не забывать то, что они на деревьях любят сидеть. Это где-то вот тут. Прям за елочкой. What have they done to you? Gotta get you down. Дядюшка, что с тобой сделали? Ладно, у нас есть время. Идем за дядюшкой. Это он? Ну, слушай, башка его цела. Скальпы мы не сняли. Help me with it. Макслан. Сухари на черный день висят. Ну да, это вяленая человеченка. You're okay, old Ну, man. с дедом ничего, они только грудь ему немножко порезали, да и все. You look Ты выглядишь ужасно, но все будет в порядке. А эти гады, мы их уложили. We got it. Вон у него целая лысина. А, они его поджарить We хотели. got here just in time. mr.тостер. Гребаные гуки. А, да. Они хотели деда поджарить, короче, но он на этом, на медленном огне. Короче, я смотрел, так делают, по-моему, ляжки верблюдов, что ли. Арабы так готовят. Они прям разжигают костер. А, нет, подожди. Не арабы, эти, как, по-моему, в Ирландии, короче, какой-то там охеревший стейк, короче, делают. Они разжигают костер небольшой. Потом, нет, большой, короче, там потом до хера углей, как бы, ставят вот так вот тушу под, ну, как бы под уклоном. И потом она, короче, в течение 15 часов, по-моему, доходит прямо вот на этом медленном огне. Такая вот, типа, у них там приблуда к приготовлению. Прямо здоровенный, там, на 15-20 килограмм, короче, блин. Ляжка такая здоровенная. И вот прямо ее готовят часов 15 примерно. Деда примерно так же готовили, я вот к чему. Damn it. Он просто недожаренный малька. Так пусть повисит еще немножко, не? Так, еще идут. Здрасте. Достаем. Because here come the rest. Из широких штанин. There's more of them. I'll cover you. Come on. Down that gully. Не дадут мне, да, походу? Полутаться нормально. On top of us. Now, right. I'll deal with this. Get me out of here. They're up on the edges. Еще есть кто? Ну, по-моему, кто-то... А, вон он. Один, он второй. Protect the old man. Hold on to me. Look after Uncle. Еще? Как они удобненько выбегают, прям тир. It's only suffering from here, sir. Самый умный, как обычно, с мачете бежит на огнестрел. I don't. Ну, как говорится, птица-говорун всегда отличалась его сообразительность. Behind me. Держись со мной! The horses. Впереди лошади. Впереди еще мудаки. Move it. Move it. Ай, блядь, это лошадь была. The trees. More of them. I'll be mother to your dying flesh. Блин, вот лошадь бы не хотелось мочить, но она тут башкой трясет, что очень неудобно. Залезай, отвезем тебя домой. Бля, а можно вот этих вот ребят всех по это? Садитесь на лошадь, давай хотя бы вот немножко, которые тут. Не, их слишком много, надо убирать. Behind you. Come on. Let's go. Да, причем они просто ниоткуда появляются. Блять, лошадь бунтует. Короче, валим. Все, мы уезжаем. Let's get out of these woods. I'm feeling real weird. Хотел его затоптать. Trying to stop us. Вот как пиздец, тут их просто как грязи. Давай-ка мы вот так вот сделаем. А, ну все, они больше нападать не будут. Они только в лицах тусуются. We're out. We ain't out. Сопроводите дядюшку и Чарльза обратно в Бичес-Холл. Прорвемся, когда вернемся домой. Как спина, старик. I think
Кажется, это только на вид все плохо. Ожоги быстро не заживают. Если не пройдет заражение, то все будет хорошо. Все гораздо лучше, чем я предполагал. Слышишь, старик, могло быть и хуже. Он очень слаб. Ну да, конечно. Держись, старина. Не могу, спина. Да, он просто не дожарен еще немножко. Почти приехали. Держись, старина. Не дай мне упасть, пожалуйста. Опять садитесь, ну, да, блядь, опять 2 метра не доехал. Я же говорю. Дядюшка? Эй, дядюшка! Мы на месте. Давай мы тебя, что, спустим? Надо его ложить. Спасибо вам, ребята. Не благодарю. Я думал, мне конец. Давай без сентиментальности, старик. А не то я и впрямь подумаю, что ты умираешь. Все будет хорошо. Пройдет пара дней и будет как новенький. Ты у нас живучий. Вот так. Кстати, у деда там подозрительно штаны на жопе рваные. Я ничего не исключаю. Он поправится, говорит. Ты думаешь, что они вернутся? Может быть, но я сомневаюсь. Мы, кажется, почти всех перебили. Что же, эта земля твоя, а раньше была их земля? Не думаю. Один парень рассказал, что Скиннеды приехали сюда года 2 назад. Они просто злые люди, которым все равно в кого стреляют. Мы оказались у них на пути. Кажется, мы были такими же. Да, именно такими мы и были. Может, нам тоже начать пытать людей? У нас вместо этого пения дядюшки. Здесь мы будем в безопасности, Джон. А ничего то, что у вас лес, который, блядь, в 15 метрах находится, он просто этими скиннерами там кишит на. Они даже и половины, по-моему, не перебили. Ты, твоя семья, вы будете в безопасности. Без скальпов, правда, но в безопасности. Надеюсь. Малого пожарят, у бабы скальп снимут, и все будет ништяк. По-моему, надо вот просто напалмом этот шлейф выжигать, короче. Тогда, блин, можно быть спокойным. Снова говно. Как-то тут, правда, очень настойчиво говно показывает. Можно прям по времени засекать, когда появление говна на экране. Стопудово там будет с завидной регулярностью. Это зерно, да, я так понимаю? На растопку фермы. Самая лучшая женщина приперлась таки. Какого дьявола? Ну хоть не беременна, спасибо и на том. Ты! Ах ты, сука. Ты всегда умел красиво говорить. Все в порядке, сынок? Конечно, пап. То есть, короче, она не хотела с ним жить, когда он был нищий, а как только у него появилась хата, кони, люди, зерно, бабки. Тут же и жена на месте. Такая падла просто. Ну, это меркантильная сучка. Конечно. Все конечно. Дай ему немного времени. Он освоится. Неплохой у тебя дом. Он твой. Нет, он мой дом. Это мой дом. Я его сам построил, а не твой, женщина. Пойду присмотрю за сыном. А то потом начнется алименты, всякая хуйня. Разделение имущества. Надежный, далекий и глубокий. Поэтому он напоминал нам тебя. Это вы так шутите, мисс? Вроде того. То есть, короче, она приперлась с чемоданами, прям с порога заявляет. У нас еще собака теперь появилась. Ее зовут Руфус, она недалекая, глупая и очень напоминает нам тебя, Джон. По-моему, она охуевшая вот просто. Просто охуевшая трата. Идемте. Нет, блядь, не идемте.
Даже карета есть. Амбар построил. Вот это вот что-то еще построил. Я не знаю, это может быть туалет местный. Пойдем посмотрим, что это такое. Это, наверное, петушиный угол. А, тут, да, тут куриное говно, короче. Да, это курятник. Да, это же курятник. Просто тут ящики какие-то стоят. Может, там запрещенные препараты хранятся? Принесите мешки с кормом, чтобы покормить куриц. Нет. Я лучше говно потоптать. Это же говно? А, нет, это камень. Все нормально. Я уже начал беспокоиться. Вот теперь кто говно будет грузить. Взгляни на меня. Я обрабатываю землю. Когда такого дошло? Слушай, если тебе нужны деньги, я достану тебе деньги. Да, я просто пошутил. Действительно. Мне вот до сих пор все равно непонятно, почему они в этой игре говно вилами убирают. Ну это же, блядь, она же будет падать просто. Ну это же... Не знаю, ну, если она будет сухой, тогда я еще немножко поверю, типа наколоть какашку на вилку, там, сбросить ее. Но если, блядь, говно жидкое, как они будут ее вилкой убирать? Это то же самое, что вилкой суп хлебать. Это, типа, что-то в этом роде. Ладно, все, Say the word, пиздуй. I'll be there. Так, снова у нас миссии появились, короче, за кого? Джек Марстон? А, за пацана. Ну и за жену, да, собственно. Сходи за хлебом, посиди с сыном, ёпта. Теперь будет симулятор домохозяйки, нахуй. А бабок я, кстати, так и не заплатил. Ладно. Не считается. Короче, пойдем поручение у женщины брать. Эта втулка нам что-нибудь придумает. Здорово, ёпта, папа дома. Хули пол грязный. Чё в сане убираешься? So you happy? Ну что, довольна? Вроде того. And I did good? Я справился? You did good. Ты хорошо поработал. So, Ну что, am I forgiven? ты меня простишь? Never. Никогда. You are a hard Ты суровая женщина. Ma, Pa, Мама, папа, идите сюда. mr.t. Сэдди, ты жива, С Джон? сыном будешь сидеть, а она по бутикам будет лазить. Ну да, или просто делать покупки онлайн в Алиэкспрессе. Опять понесутся вот эти вот дилдаки, за которыми мы, блядь, гоняли на почту, платьишки всякие, короче. Вот оно. Вот она женская сущность. Бабло просирать. Sadie Adams. Сэдди Адга. Well, how'd you know she Откуда ты знаешь, что она мы и я? I thought I... Я увидел ее и подумал, что я что? Я так счастлива. Я так счастлив. Ха-ха-ха-ха. Come on. Давай, садись. Садись на бутылку. But tell me about you, Расскажи darling. мне о тебе, дорогуша. Armed to the teeth Что ты like так that. вооружилась до I'm a зубов? working Я woman сама out there. зарабатываю себе на жизнь, Эбигейл. Я охотник за головами, телохранитель. Я защищаю старателей, которые добывают. Собирается создать здесь транспортную компанию. Я подумала, может, Джон хочет подзаработать. My husband, Такая работа моему мужу не нужна. took on a lot of debt. Мы задолжали кучу денег, когда купили ферму. То есть, короче, эта транда поселилась здесь и теперь решает, как ему зарабатывать деньги на ваше же, блядь, жилье, на долги, которые он себе насобирал. То есть до того момента, как она приехала на это раньше, ей было похуй, как она выросла. Ей было похуй, насколько он должен был на нее потратить. Ей было похуй, откуда это все у него бабки, долги и так далее. Нет, теперь ты будешь работать там, где я скажу. Дрянь. pay it off?
Ты работал на нее, чтобы расплатиться с долгами? I was. But I Да, thought you иногда. said no Но я more думала, of мы that. решили, что с этим покончено. Нет, это ты так решила. А чем еще могу заниматься? Я же мужчина, черт подери. Эбигейл, это законная работа, и к тому же меня ни разу не убили. Я просто охочусь на разных, короче, мудаков. Этим не смей забивать мальчику голову такими глупостями. У него будет ремесло получше. Какое, например? Writing silly Писать stories. дурацкие истории? Извини, Эбигейл. Серьезно. Я просто думала, что вы хотели подзаработать. Сколько раз я должна хранить тебя, Джон Марстон? Never. Ни одного. You ain't never Ты никогда been. меня не похоронишь. It's Спойлер, legal похоронят. that I Это can законная работа, она и мне по силам. Это еще не все. Micah, Мика. Охота Охота за головами — это одно. Но Мика, черт возьми. Говорят, он где-то в этом штате. Ну или кто-то очень на него похожий. Убил целую семью, только одна девочка спаслась. Не стоит лезть к Мике. Я просто, извини, Бигейл. Я заехала, потому что гналась за одним человеком и подумала, может, Джон захочет подзаработать? Она уже это говорила. Что за работа? Abigail. Эбигейл, нам нужны деньги. Какой-то человек ограбил свою контору. Мне кажется, жить с индейцем. Жить гораздо проще и приятнее. Нет таких головников. Да, никто тебе голову не ебет, он просто будет этот индейец, как бы, жить у тебя на на твоем ранчо, скрести говно от лошадей, как бы, и тебе особо не предъявят, с ним даже добухаться можно, понимаешь? А эта падла приехала и начала сразу пилить, грызть мозг, посиди с ребенком, потусуйся, ты здесь работать не будешь, ты такая дрянь, блядь, ты еще тупой. Пиздец. Бухгалтер или что там вроде, ну ты понимаешь, приехал из Ролса, как я понимаю. Сколько за это платят? О, то она выделывалась, короче. А теперь уже... А сколько за это дадут? Что мой муж будет рисковать своей башкой? За сопляков обычно платят много. Ну ладно, вроде того. Но Мика... Нет. Ладно. Джон Марстон, вперед. Только верни мне его обратно. Поняла? Конечно. Странно, о чем у меня лошадь не срет. Может, испортилась? А, вот у нее срет лошадь, у нее не испортилась. Как говорят. Абьюзер. Да, абьюзер. У нас абьюзерские отношения. Hey, Я рад, что ты наконец к нам заглянула. place. Finally. А если Джон Марстон приедет с задания и увидит то, что она еще спит с индейцем, то он еще куколдом окажется. Вот и все. Эбигейл вернулась, и мальчик, ты, наверное, так доволен, Джон? Нет, блядь, не очень я доволен. И раньше, ты был прав, это действительно нечто. I think I'm gonna. Я, наверное, предложу ей выйти за меня. У меня есть кольцо. Эректальное. It was Это кольцо Артура. Я нашел его среди тех его вещей, которые у меня остались. that I've kept. Ты женишься на Эбигейл или, по крайней мере, сделаешь ей предложение? Ну и ну. Я и не подозревал, что ты такой романтик. Yeah. Я тоже, но я думал об этом прежде, и мне кажется, я знаю, что хочу Something этого. I've thought about. And Кстати, я думал, то, что они уже женаты. Ну ладно. I know. I want it. Ну ладно. Я просто думала, что вы и так уже давно женаты. Вот, я тоже так думал. No. Об этом все говорят, так договорилась. Нет, не совсем, неофициально. Но я правда рада за тебя, Джон. Я была счастлива в браке. Я не сомневаюсь. mr.тостер. Ох, Джанин не стоит с ней лучший с индейцем. Кстати, мы обратно в лес едем к Скиннерам. Я вот чего. Мы срежем путь здесь, у поста Мансонита. Как бы мы сейчас в замес этим Скиннером не попали. Тупица. Блять, сам тупица, ты чё, охуел? Мы приближаемся к тому месту, где его видели. Надо придумать, что придурочный бухгалтер Маршал Тервелл изображает из себя путешественника. Разбил тут лагерь. Ему повезло, что его не нашли братья Скиннеры. А может и нашли. Как бы они нас сейчас не нашли. Куда? Да, блядь. Это было тупо.
Две кобелы. Видимо, это он. Слезай, давай осмотримся. Something's been here. Здесь кто-то был. Блять, логично то, что тут кто-то был. Тут палатка стоит, ничего. Выглядит так. Looks like a Выглядит так, словно тут побывал медведь или вроде того. Ой, я грушу In спизжу. quite a hurry. И наш малый ретировался куда-то там. Есть еще что пожрать? Oh, he Oh, was конфеты. from the south, Давай конфеты заберем. wherever he is. Кто бы это ни был, then maybe he's так our может man. это наш клиент, или им только кто-то или им пообедал медведь. Yeah, looks like they went this Да судя way. по всему, они пошли в ту сторону. Him or the bear? Он или медведь? Both of them. Оба. Че, обратно едем, да? Ну давай. Подожди. Бухло можно взять. О, Let's find ща мы и пойло схватим еще. Халява ж. Еще и яблоко заберу. Приемлемо. Есть еще что? here. Ну нет, так нет. Вот у нас у сирот марстонных. It's that way, I'd say. Great. Отлично. Я сделал украдалити тут немножко. Damn it! Ладно, он не обидится. Черт, я сбилась со следа. See which way he might Ты go? видишь, куда он мог направиться? То есть, короче, она только что махнула рукой, типа, вот они пошли туда, короче. А потом 2 шага лошадь сделала, ой, я и забыла уже, куда мы пошли. Отлично. Вот так вот они и пошли. Все, я понял. Can't you? Ты умеешь идти по следу? Да, да. Пройдет, пройдет. Так, потом вот туда. Okay, I think I got it. Так, я вроде его нашел, давай за мной. Сейчас как Мишка, блядь, выскочит. Так придется его убить. Что-то тут как-то подозрительно все. Ну ладно. Хотя подожди, да? Давай, наверное, посмотрим, что тут есть. Какая-то деревушка заброшена. Может там... Боже правый. Что за чудовище могло такое сделать? Это наш парень? Может, нихуя у него не было. Хотя похоже на кого-то из местных фермеров. Thorwald's lived a- Вернее, то, что от него Is he осталось. gone? Он ушел. You, Marshal Thorwell? Это вы, маршал Тарроу? I am, ma'am. Так точно, I'm мэм. here to arrest Я you. уполномочен штата Леймон заключить вас под стражу. За мошенничество, кражу и уклонение от ареста. Is the monster Этот still монстр все out еще there? там? No, Нет, кажется, он ушел. Уходите. come on. Скорее. Не стреляйте. Keep walking. Шевелись. Come on. I'm coming. Когда едем? Я иду. Look out! Я говорю, Мишка. Ну, утекайте, ёпта. Корником пари ему брюхо, твою мать. Давай, давай, кали, кали, кали. А баба стоит, сука, и не стреляет. Вот транда тоже. I think he's Напарничек, блядь. Кажется, убежал. gone. Ебать, я в него патронов там засадил. Out here. Before I come in there, Иначе я сам зайду внутрь и прикончу тебя. Pathetic. Ничтожество. Get that animal in? Хотел узнать, не съест ли он его? Нет, мэм, тут дело в другом. Yes, it works. Нет, в этом. Come here. Иди сюда. Come here. Иди сюда. Заебала она всех вырубать. Thorwell, call yourself a man? Ты считаешь себя мужиком? Well, it's like Ну, как Abigail говорит says. Эбигейл, That's one word. можно и так сказать. Mr. Пистолетом ты его только пощекотал. Так ножом. Дело в том, то, что я не так давно, как бы, ну как, когда играл за Артура, тоже приходилось с легендарным Мишкой биться. Я сначала его, короче, замочил. Так, это вот трупешник, короче, я понял. Я сначала в него с пистолета настрелял, короче. Вот, а потом Потом
Я его кортиком попортил, и все. И медведь подох. С учетом того, что он был легендарный. А этот даже, ну, не очень-то похож на легендарного. И он все равно, блядь, не подох. You was gonna say something. Gave him something to remember us by. Кстати, у нас Джон вообще не покоцался, хотя его Мишка там немного подрал. You all right, John? Yeah. Он типа должен, как в фильме «Выживший» быть, и Леонардо Ди Каприо там. С рваной глоткой там, весь в шрамах. И лошадь прокачалась. Kinda the problem. Maybe it Но она wasn't все равно mine останется that we were пососной. wrong on those really heavy things. A family man and all. Ты же семейный человек, я знаю. I don't know if I can do Может, it. я больше так не смогу. I'm my own man. Я сам за себя I отвечаю. get to make those Это мой выбор, мне нужны были деньги. money. You are your own Это man, твой sure. выбор, конечно, но и мой тоже. I'm my own woman. And I get to say who Я I решаю, кто like. пойдет со мной на дело. И переживать за твое ранчо, твоего сына и твою жену. Всякий раз, когда раздается выстрел, мне тоже не особо хочется. Yeah. Fair enough. Резонно. Кстати говоря, обновка к тебе идет. New clothes, by the way. Да, я трачу деньги на дорогую одежду. А это кто? Это вы? Это Сэнди Адлер, мэм, охотник за головами. Садитесь с дороги. Послушайте, я вас очень уважаю как профессионала. У меня лошадь след. Но это уже маршал. Что-то там. С моим партнером хотели разделить с вами награду. А вы точнее ее заслужили. Садитесь с дороги. Мы подумали, вам может понадобиться охрана. А кого вы меня собираетесь охранять? Нам с партнером до заезда нужна эта награда. И если вы не хотите делиться, мы решили, что тогда заберем ее себе целиком. Вы с партнером просто дети. Посмотрите, не пораньтесь. Я же сказал не согласиться. Так, я думаю, сейчас будет пальба. Ну и все как бы. Че не вопрос. Не, ну это кто-нибудь другой бы их укокошил. This is a cold business. Жестокая профессия, да? Ага, она требует определенной отстраненности. Ты не задумалась о том, правильно ли это? Нет, я вижу ордеры на стене и выполняю их. И если еще какие-то сволочи охотятся за моей целью, я начинаю действовать агрессивно. Это называется индустрия. Если ты не заметил, так все сейчас делают. I guess they all. Наверное. Да, можно притопить пошустрее. Ты говорила, тебе что-то известно насчет Микки. Так ты мне расскажешь? Tell me what you know. А ты уверен, что хочешь это услышать? У тебя и без этого забот хватает, разве нет? Если я его найду, я с ним разберусь. Когда речь идет об охоте на людей, это твое решение, брать меня с собой или не брать. Но Мика, это то, что я должен сделать. С тобой или без тебя, I Сэдди. gotta do. With or without you, Sadie. You know what I mean? Ты понимаешь, о чем я? Да. Ну, до меня дошли слухи. Разные слухи, ничего определенного, но сдается мне он где-то рядом. When you hear something real, Как выяснишь что-то конкретное, скажи мне. Хорошо скажу, но подумай, правда ли оно тебе нужно. Подумай, что ты можешь получить и чего можешь лишиться. I understand all of Я все это понимаю, если бы еще не понимал. Ладно. Короче, она в курсе, примерно в курсе, где он. Я думаю, 1-2 задания, и мы его найдем. Так, кладем его. Давай, возвращайся домой к жене. Если услышу что-нибудь про Мику, я дам тебе знать. Тебе нужна помощь, или сама справишься? you. Sure? Уверена. Я положу твою долю в банк, как получу оплату. Thank you. Спасибо. Короче, обратно надо на ранчо ехать, к пацану. Shit. Damn lunatic. Обратно на этот, как его, надо домой ехать к пацану. И. Блин, ни хрена мы далеко уехали.
Пока с ним задание я не выполню, другого не появится. А, так. Я тут совсем неподалеку, оказывается. Я ищу своего друга Гэвина. Помогите кто-нибудь. Короче, он еще, чувак этот, не нашел Гэвина. Гэв, говорит. Блин, может пока день к оружейнику заехать. Хотя, в рот ему ноги. Хватит мне потом. Если нет, буду кусаться. Че, мы не на Диком Западе, что ли? Кстати, вот лошадку бы надо покормить. А то она скоро сдохнет. Корень из лопуха. Есть что-нибудь другое? О, давай яблоко. Ну, пойдет. Лошади хватит. Короче, если эта лошадь дойдет до 4-го левела, который максимальный, то в принципе ладно. Она примерно будет по статам как арабская. Почти. Хуя ему повезло. Суровый Дикий Запад, что сказать? Давай через забор. Если что, там старый пускай восстанавливает. Он так ни хера не делает. Чина, малой. Здрасте. How you getting on, son? Ты как, сынок? Нормально? Fine, sir. What are you doing? Что делаю? Reading and Читаю и playing with the dog. играю с собакой. You wanna go fishing or Не something? хочешь сходить на рыбалку? Not Как-то не particularly. особо. I don't really like. Я не очень люблю fishing. рыбалку. Do you like eating? Но есть-то ты ведь любишь. 'Cause we gotta Нам find надо some food. раздобыть еды. Я, говорит, играю с собакой. Собака рядом просто лежит. Come on. Он с ней ничего Head не this делает. way to the stream. Пойдем сюда, к ручью. А где-то здесь Окей. ручей есть? Sir, По-моему, тут вообще какая-то пустыня. I'm sorry. It's okay. Do you wish I was more like Ты you? хотел бы, чтобы я был похож на тебя? На меня? No, Нет. but Но. let's keep going. Ладно, пойдем. Can Rufus come fishing? А Руфуса можно Don't с нами? scare the fish. Он нам всю рыбу распугает. But Но если хочешь, возьми его с like собой. you too, I guess. So Так он же нам всю рыбу распугает. you don't care if we don't Значит, ты catch не it? расстроишься, если мы ничего не поймаем? Да, I'm not very у меня good не очень хорошо это получается. Fishing? Что, рыбачить или ходить? at talking. Разговаривать You. с тобой. Но рыбачить будет Fishing will be весело. fun. Мы, говорит, оба рыбачить не умеем, но будет круто. Nothing but beans Или ты again. хочешь опять съесть одни бобы? Нет, я бы поел рыбы. And Нам будет весело, обещаю. Okay. Ладно? it's fine being out. Мне нравится проводить с тобой время, хоть я и не могу подобрать нужных Thank слов. you, Pop. Мне тоже нравится, пап. We should. Нам бы надо... Let's do more of this. Давай почаще так делать. Sure. Ну да. То есть... Yes. Да, давай. I'd like that. По-моему, псина меньше рыбы распугает, чем их пиздешь. Ладно, наверное, что-то там. Grass and the light. Трава, свет. There's a lot of ugly in this В мире world. много всякой мерзости. Но и красоты тоже чертовски много. Yes. Да. You'll see it better when you get older. Ты поймаешь что, когда подрастешь. This is a real good Здесь очень fishing хороший spot. клев. Folk always say that. Да, все так And говорят. hours later they А потом find возвращаются с пустыми You руками. just the leading Что-то ты authority на on свете everything. знаешь, да? Well, Ну, and so? разве это не так? Ну, может быть. In this Но в case, данном случае это правда.
I hear there's some real Говорят, big тут fish in водится here. очень крупная рыба. Big old steelhead. Большие старые Hard лососи. to catch, but Их трудно real good поймать. eating. Зато очень приятно есть. Catch. Get your excuses in Сразу early. с отговорок начинаешь. А этот твой пес. Че его хозяин? Привередливый, что-то там? I'm sorry. Извини, я не No, хотел. you ain't. Не хотел. It's all right. Come Ладно. on, let's fish. Давай ловить рыбу. Кстати, я вон вижу, там одна плавает. Ловите рыбу вместе с Джеком. Дядя Хозия был рыбаком, да? Мелкую рыбу. Озерную. Wasn't he? Давай. That's right. I remember Uncle Arthur taking me though. Arthur taught you how Артур to учил fish. тебя ловить рыбу? Yeah, Да, наверное. I suppose he did. That's nice. Так, ну давай. I got a bite. Меня клюет. All right. Now, Хорошо, а теперь начинай ее reel подтягивать. him in. Not too fast. You want to set the hook in tight. He's strong. Good. Нога сильная. Хорошо, давай тяни на себя. Stay calm. Give him a tug. Спокойно. Дерни слегка. А теперь тяни. Ну я хер что поймал. Маленький пиздюк. Что скажешь, как ощущение? What do you think? How you feel? I feel. Я даже не знаю. Thanks, Dad. I told you this was a good fishing spot. Сейчас мы попробуем, короче, не озерную пойманку. Hey. О, я тут вспомнил тут порезку с Артуром. Я собирал цветы, и Flowers and a couple of men showed up. появились двое людей, одетых по-городскому. One like that's gonna Сюда show такие не придут, слава тебе, the Господи. Lord. Where's Rufus? I don't know. У меня сорвалась, походу, да? He's a dog. Where is he though? I don't Псина know. куда-то свалила. Ну слушай, я что-то поймал. Обрезать леску? Не, ни хера. I'll go Ничего я find him. обрезать не буду. Rufus! Come on, boy! Кстати, собака не просто так пропала. Here, boy! Но идите в жопу, у меня тут поклевка. Ну давайте быстрее ее выкручивать. Ну, все, наконец. 10 тысяч лет я ловил. Что это за псина вообще? Ура! Синежабренник весом 500 грамм. Оставить, конечно, то жрать будет нечего. Так, все, мы закончили этим заниматься. Let me come help you look. Я помогу тебе искать. Все, удочку я убрал, наконец. То я думал, сейчас с ней будет пол игры бегать. Руфус, Руфус. Собака либо в капкан попала, либо в какой-то замес. Кстати, у пацана лучше бы это. They like him, Paul. Can you go search the other side of the Можешь поискать с другой стороны дороги? Я бы пацана лучше бы из вида не выпускал. Рыбка на полкило нормально так. Ну да, пойдет. Я большую снасть использовал. Ищите Джека теперь. Ну вот. Сначала за собакой, я же говорил, надо пацана было не выпускать из виду. Сейчас его скинеры накуканят, еще и скальп срежут. Папа, иди сюда, скорее. Руфус, нет. Это змея. Вижу, она его укусила. Успокойся. И ты, Джек, ты тоже успокойся. Иди сюда. Что же нам делать? Высосать их. Да. Снова будем сосать. Is it all out? Он весь вышел. Да, удержи. Dad! Rufus, no! Пацану в глаз сплюнь ядом. Get the poison out! А надо еще. Spit it out! Все? Don't swallow it! Не глотай, говорит он. А нет, блядь, глотай. Он умрет, он умрет. Он выкарабкается. Надо только отнести его в теплое и тихое место. Go get the fishing Иди rod, собери fish. удочки и улов. Taking the dog home. А я отнесу его домой.
Теплое, тихое место. Мы так бананы зеленые в детстве хранили, чтобы они поспели побыстрее. Пса укусила змея. Надо о нем позаботиться. И о мальчике тоже. Неси его в коврик. Jack, the Он dog выживет. is gonna Джек, твой just пес fine. поправится. We never should Не have надо gone было идти на эту рыбалку. Sometimes. Иногда, Sometimes иногда невозможно предсказать, чем you все don't know how things обернется. are gonna turn out. But Но the dog, Dog's пес gonna be fine. Пес поправится. Я думаю, самое время тут нужно было пацана научить сосать яд. Яд высасывать. Потому что не равен час, если мамашу. Ладно, хрен с ним собака, а если мать укусит? Сосать будет-то некому. it's okay, son. Не переживай, сын. Нормально, сейчас собаку отпустит, че. Я вон Артуром сколько людей пересосал. Все живы остались. О. Ну, одна лошадь теперь. Раз, два, три, 4, 5. Уже 5 лошадей. Они что, почкованием размножаются? Еще и корова, а точнее бык один. Откуда эти все животные берутся? Я их не покупал. Еще досок вон полно. Можно еще один амбар забрать. Что-то походу погода херовенькая сейчас будет. No, you be quiet. In a moment of repose. I'll tell you what, woman. Женщина, я так тебе скажу, тут все было спокойно, пока не вернулась ты. Тостер. Опытный досос. Отсосник. Отсосник ядов. You're just lucky I'm a son. Повезло тебе, что не отходчивая, а то бы я у тебя уже выставила. Always was a Ты всегда была бессердечной змеюкой. And you always was А ты so всегда хотел good жить to на us всем готовеньком. It's walk or work, old man. Либо работа, либо уходи. У меня поясница болит. Через минуту у тебя все заболит. Джон, объясни ей про мое здоровье. Делай, что тебе говорит женщина. Я ободрал пальцы до костей, когда строил этот дом. Пиздит. Эбигейл. Марстон. Эбигейл Марстон. Для тебя вообще миссис Марстон. Для тебя вообще миссис Мартон. Ну, ладно. Why you короче. let him stay? Зачем ты решил ему остаться? Он был довольно полезен. In a useless Ну, sort of по-своему. way. По-бесполезному. Who's that? Кто это? No idea. Понятия не имею. Foe. Друг или враг? Soon find out. Скоро узнаем. It's the Geddes boys. Это ребята Геддерсов. С ранчо Портхоф. Да. Мистер Милтон. Дункан. Sir, Сэр, мама нашла на чердаке старую мебель. Папа решил, может, вы захотите ее забрать в качестве подарка на новоселье. Они выражают вам свое почтение. They are. Как мило с их стороны. Передайте маме и папе, что мы тронуты до глубины души. Куда вам поставить мебель? Можете выйти сюда, дальше мы сами разберемся. Очень добры к нам. You saved the ranch. Вы спасли ранчо. Папа сказал, нужно хоть как-то вас поблагодарить. Не, ну слушай, прикольный подгон. Ну вот вроде бы и все. Передайте папе мой сердечный привет. Скажите ему, что я и моя семья друзья до гроба. До свидания. I can't believe this. Просто не верится. It's so kind. Какие добрые люди. Да, но все равно нам нужно еще кое-что прикупить. How about we take a ride into town? Может, прокатимся до города? Мы уже целую вечность не проводили время вдвоем. Yes. Да уж. Let's go get the wagon. Пойдем к повозке. Сейчас будем девку свою гулять. Ладно, поехали. Мне кажется, мы вот так не проводили время вместе уже целую Maybe not вечность. forever, but Ну, не вечность, но долгое время. Had the time. Нам было некогда. Мы оба вкалывали в поте лица. Ну да, особенно баба вот эта. now we got something to show С for it. дедом. Эта работа принесла нам все. Это раньше жизнь. Нам так хорошо, Джон. На халяву. May I help? Ну, разрешите вам помочь, сударыня. Oh, John. А, Джон. Гардемарин. Вот и веди повозку сама. Нет. And now to А теперь в Блэквотер. И чё мы там будем делать? Там, по-моему, кроме пивнухи ничего нету. Куда бы ты хотела заглянуть? Ты сказал, нам нужно кое-что купить. from that catalog. Да, это мы по каталогу закажем. Давай развлечемся. Know your idea of fun. Я знаю твои развлечения, Джон Марстон. I ain't had a drink. Я не выпивал уже. Ну, я давно это дело бросил. Behind me. No, I mean,
Нет, я имею в виду благонравные развлечения, как у порядочных людей. Folk have. We decent now? I Может, guess. теперь порядочные? Да, наверное. Decent or not? Ну, так или иначе, у меня есть еще дела. That's fine. What would you Ладно. like to do? Чем бы ты хотел заняться? Для начала, может, заказал бы наш портрет. Portrait? Портрет? Там один тип в городе делает фотографии. Stare at a portrait Ты of хочешь днями yourself all напролет day long? любоваться своим портретом? Break it to you, Жаль but you тебя ain't that much огорчать, to look at. но ты не настолько привлекателен. Нет, я говорю про семейный портрет. Ты и я, понимаешь? Okay. Okay, then. Ну хорошо, это можно. А что еще у тебя на уме? Anything else you want? I don't know. Не знаю, давай просто прогуляемся, и там видно будет. Walk around and see where it takes us. Еще поедем на фотосессию. К ужину мне надо быть дома. Дядюшка Джек, тихо, Fine without you. я прекрасно справится. Looking after Да им themselves. это даже пойдет на пользу. Пусть учатся самостоятельности. Они останутся голодными. И это тоже хороший расклад. Если повезет, Джек с Чарльзом слопают дядюшку. Don't get my hopes. Ах, если б только. Кстати, дядюшка уже как раз пожарил немножко с одной стороны. Ладно, может ты и прав, давай останемся. Ты знаешь, что я прав. Okay, then. Ну, будь по-твоему, пойдем за портретом. Серьезно, я говорю то, что мы сейчас на фотосессию едем. Я вспомнил эту херню. You men over there, get back to it. Break time is over. В фильме «Миллион способов потерять голову» забавно прикалывались насчет этого момента. Потому что там люди все серьезными на фотографиях фотографировались. Ну чего там, он даст мне проехать-то? Speed up anytime soon? Idiot. Мудак. Would you try to drive, John? Я его специально шип, он меня задолбал. Надеюсь, это никто не заметит. Yellow bastard. Ай, ты сука рваная. Вот и погуляли с женой. Это гопники напали, я тут ни при чем. Он специально ехал медленно, чтобы потом напасть на них. Okay, let's go. I feel like we ain't done Блядь, и nothing всю like дорогу this сначала. since, Since forever. Там вон непогода какая собирается, а мы тут на блядке. Точка We тостер. ain't had the Дерзкий. time, you know? Да пиздец, я его чуть-чуть только сбил, он сразу мне стрелять начал. and now we got something to show for it. The ranch, this life. It's so nice, John. Интересно, это можно как-то скипнуть? May I help you, my lady? Oh, John. Сейчас бы как топил просто по бездорожью, чтобы побыстрее доехать. Было бы классно. And now the black one. Ну, я эти диалоги теперь с Фратой читать не буду, сейчас я по-быстрому доеду. Когда диалоги не читаешь, можно хоть Is разогнаться. there anything you want to do? You said there were some things we still Правда, need. повозка херовенько управляет. Catalog. Ну, надеюсь, он подобные клоуны не будут попадаться часто на дороге. Marston. Кстати, первый раз тут молнию вижу, что хуярило. Drinking. Обычно дождь только начинался и все. Leave behind me. No, I mean, good. Прикольно. Wholesome fun. Like, decent folk have, We decent now? I guess. Well, decent or not, I still got some errands to Че, run. все, гроза закончилась? What would you like to do? Maybe. get Где-то our шумит? portrait took? Непонятно. Portrait? О, There's a fella in town. еще taking разряд. photographs. You want to stare at a portrait of yourself all day long? I hate to break it to you, but you ain't that much to look at. No. I want a picture of us. Me and you. Okay? Okay, then. Sure. Is there anything else you want? I don't know. Let's just Бля, сейчас опять походу ДТП будет. see where it takes us. We'll have Стоять! to be back by dinner time. Uncle Jack and Charles will manage fine without you. О, не проехать дадут, ФМР заебись. точка тостер. Красиво сделано, почти как Don't вживую. starve. Ну да, That may be прикольно. good for 'em, too. Any Я вот luck? тоже. Jack and Charles понравилось. lead uncle. Так, давай, назад, назад, назад. So maybe you're right. Бля, это опять этот пидор какой-то едет. No, I Еле прется. Okay, then. Portrait it is. I'll just
Все, мы на месте. Let me help you. Неужели? Дайте я помогу. Why are you being so С courteous? чего вот вдруг такая вежливость? Не знаю. Он просто оттрахнуть ее хочет и все. There you go. Вот так. I'm gonna head to the draper's. Я на минутку зайду к драпировщику. Won't take long, but I need Мне to нужно get some кое-что gear. взять. Wanna Это come with me, быстро. wait? Пойдешь со мной или подождешь здесь? We can go get our А photos после taken. мы с этого мы Yeah, сможем after that, we can get our сфотографироваться? photo taken. Да, мы сможем. Кто такой драпировщик? mr.тостер. Это на югах, наверное, так у нас молния не так лупит. Не, у нас что-то подобное тоже есть, по крайней мере, в этом, как в средней полосе, там на югах, она так и, ну, так и бьет, прямо ее видно, разряды. Почему, допустим, на севере нету той же самой шаровой молнии, но она есть на югах и все в средней полосе? Тоже. All right. Ладно, That пошли picture taken. сфотографируемся. It means that much to you. Если для тебя это так важно. Это важно. Today it does. Сегодня это важно. You're Идите в acting фотоателье. kinda Ты funny. ведешь себя странно. I am kind of. Я вообще funny. странный. A different kind of funny. Ну, сейчас ты по-другому странный. Am I annoying you? Я тебя раздражаю? No, Нет. I like this version of you. Такой ты мне больше нравишься. Просто это не ты. Maybe I've changed. Ну, может, я изменился? Finally? Наконец-то. I don't know. Не знаю. Все, пойдем фоткаться. Hello, madam. Здравствуйте, мадам, сэр. Здравствуйте. How can I help you? Чем я могу помочь? We'd Мы like to get our photo. мы хотели taken. бы сфотографироваться. Oh, photo. Фото? Yes, yes, that I can Да-да-да, help я you могу это with. устроить, Yes. да. So, Ну, what do we do? что нам делать? I'm sorry, what did... Извините, а что? А что вы хотели? Our- Фотографироваться. Oh, well, we do that. А, Yes, да, мы этим и wonderful. занимаемся. Да, And чудесно. some Красивая couple пара, points. очень. Something, but you Очень need a красивая. background. Но вам нужен фон. Фон? Да, у нас есть Ниагарский водопад. Paris, Ночной by night. Париж. We have Mount У нас есть Vesuvius, Везувий с руинами. We have У нас есть open прерия. prairie. Take Вот, посмотрите. pick one. Выберите что-нибудь. What do you think? Что думаешь? Даже не знаю. Pull the lever. Просто поднимите рычаг, и появится следующий. Ну, странно, Ниагарские водопады стулья стоят. How about this one? It's dramatic, ain't it? Вырви глаз. Давай еще Let's see посмотрим. what else they got. This is pretty. Or Вот этот spooky, милый. maybe. Мрачновато. Надо все поглядеть. Это, блядь, не нравится, это не нравится. That's nice. It's like Вот это being ничего. back home. Как будто домой вернулась. Это Is все? that all of 'em? Еще поуебывайся, вообще без фотки останешься, транда. А это? This is a bar. Это бар. There's a photograph Но of ведь you у in тебя the bar наверняка уже already. есть это фото Look, в баре. Слушай, this ты is ведь your сам idea, предложил. John. Определись It's up уже. to you. You've seen all of them. Ну вот, вы все посмотрели, что-нибудь понравилось? Ну, на фоне бара-то действительно что-то не очень фоткаться. mr.тостер. Драпировщик — это мебельщик. Можно так сказать. Мгм. Просто незнакомое слово. Да похуй, короче, давай вот это, вот на этом фоне. А, это? This one. Wonderful. Чудесно. Это будет просто идеально. You know, I wish I had the Знаете, мне жаль, что у меня нет реки Конго, но там нужны травяные юбки, а на них у меня нет денег. So Вот это так экзотично. Встаньте так, чтобы вам было удобно. that you feel comfortable with. Well, this is dignified. Так солидно. Получай удовольствие. Я с большим удовольствием чистила сортир. Молчи. Thought you were a cowboy. Я думал, ты ковбой, а не позер. Oh no. О нет, я позер. Я учился у лучших. Learn from the best. That is true. Wonderful. Такая поза у чувака вообще. Excellent. Есть еще какие-то? Oh, I like it. Ну как-то по-задротски. Quite a pose. Все, пускай она батю дергает вот так, как будто я отец, короче, а она это. Have
have a play around. Она мне and tell me when you're прислуживает. ready. Ну подумайте, скажите, чё? How's this? Фотографируем уже. Perfect. Все. Сфоткали. Now, give me Так, a minute. дайте мне минутку. I'm going Сейчас я to проявлю снимок. develop this for you. Wait here. Подождите здесь. Take your time. Не торопитесь. What? Что? Ничего, совсем ничего. Tough guy. Громила. Gunslinger. Стрелок. Прошу прощения. Нет, я ничего не I говорил. just. Я просто позировал. Shut up. Замолчи. You know, Знаешь, ты как-то грубо со мной обращаешься. Но ты этого не заслужил. true. Пожалуй. Here Держите. came out. Замечательный получился снимок. Sure. Ага. Yeah. Нихуя, фотографии. Ой, ты посмотри на свое лицо. What do I owe you? Сколько я вам должен? $5? There you go. Thank you. Пожалуйста, спасибо. I'll see you again. До встречи. Oh, yes. О да, он еще придет к вам попозировать. He seemed to enjoy Похоже, himself. ему понравилось. Bye now. До встречи. Короче, у них было развлечение фотку сделать и пойти на казнь посмотреть. What shall we do now? Чем займемся? There is one thing I had. Есть еще кое-что, чего я еще не видела. Ни разу не была на этих представлениях с движущимися картинками. Ни разу? Нет. Well, come on. Ну хорошо, тогда пойдем. You sure? Уверен? This is the Пошли уже в marvel кино. of the age. I love Marvels. Я люблю чудеса. Okay, good. Вот Let's слава. go. Thank you. It's Спасибо. Это очень приятно вести нормальную жизнь. А что она там осталась? Come in. thank you. Заходи, спасибо. What's playing? Something called, Что-то под названием «Рисунок для красотки», кажется. I think. Oh, hello. Здравствуйте, 2 билета на рисунок для красотки. That'll be 50 cents. 5 центов, пожалуйста. Okay. Ладно, а про что он? About. I have no idea. Не знаю. Заебись билетер кино не смотрел. Thank you again. Еще раз спасибо. Заходи, нас ждет нечто загадочное. Awaits. Да, это лучше, чем казнь. В кино хоть пошли. На блокбастер. It's just incredible. Это просто невероятно. Они как будто на самом деле здесь. Эй, я же пытаюсь смотреть. Джон Марс. Порнушка? Обнять и беги. Да, будем приставать к своей телке. What are you doing with that arm? Куда это ты руку положил? Мне показалось, тебе холодно. John? Джон. Он хочет ее немного пощупать, пока она зрит киношку. That's women. Ха, женщина. Dare, John Джон Marston. Марстон, не смей. Что, я смотрю кино. Тише, пожалуйста. Ты что там шикаешь? Ты, What's блин. so real? Мы тут ебаться пытаемся. Вовсе нет, не будь таким занудой. Кто там шикает? Ты что ли нахуй, цилиндр, блядь? Ты Stop it. прекрати. He's a piece of Она work. так та еще штучка. Really? Вот как? Теперь боевик? Да, в натуре. А второго убили. Ха-ха-ха. Oh my. Ну и ну, конец. I think so. Похоже на то. Ну вот, даже к своей телке не дали поприставать. All right. Ладно, нам пора домой. Ладно, мы вечно сидим дома. Ферма никуда не денется. Ферма, обожаю это слово. Love hearing that. Let's go down to the lake. Давай на минуту выйдем к озеру. Блять. Sure. Why, you finally gonna Зачем? drown Ты yourself? наконец-то решил утопиться? В некотором смысле, и даже с Yes, радостью. I am. Сейчас во время грозы сделает ей предложение. Acting real Сегодня strange. какой-то странный. No, I'm not. Да нет же. You're a Какой же silly ты man, дуралей, John Джон Marston. Марстон. What about А Jim этот, Milton? а Джим Милтон, ну он еще хуже. Let me help you in. Дайте помогу. Я же говорю, он очень странный. Ну шить лучше прибытие поезда. Мне больше зашло. Смайл.
Ну, прибытие поезда, что там, по-моему, 18 секунд, что ли, шел? When you can hardly swim. С тех пор, как ты едва что-то там... Поэтому переворачивать лодку я не собираюсь. I wonder whose boat this Интересно, чья это лодка? Don't matter. Да какая разница, мы ее вернем. They don't think Я надеюсь, они не подумают, что... Ничего они не подумают, просто подумают, что мы ее просто одолжили. Не, ну погода подходящая явно на лодке плавать до середины озера. Она нас выдержит. Расслабься, посмотри вокруг. Ну, вот это подходящее место, прелесть, да? Особенно, когда вот гром ебашит с молнией. Тадайщ! Что ты хочешь? You Ты. will you marry me? Ты выйдешь за меня? Get up. I am Вставай, я married. ведь уже твоя жена. Нет, по-настоящему. In front of God. Перед Богом. You serious? Ты серьезно? Нет, блядь, не серьезно. I got this ring. У меня тут кольцо. I've had it for a long Я time. давно его с собой ношу. Take it. Возьми его. И в этот момент должна молния просто грохнуть. Serious? Ты серьезно? It would make me Ты меня very happy очень порадуешь, if you would. если ты... Жизнь у нас была разная. Let's just live this А one теперь, from now теперь on. давай будет такая. You and me, Мы с тобой, Джек, a family семья по закону. by law. John, Джон, I я never. никогда... Я не знала, что для тебя это важно. It didn't, Раньше это было не важно. but now Раньше он it был does. бандитом. А сейчас важно. А теперь сентиментальный куколд. If you think this is dumb, Если ты думаешь, что это глупо, тогда sorry. извини. Shut up, you silly man. and Заткнись, kiss me. дуралей, и поцелуй меня. Под дождем. Чтобы я намокла дважды. Все, заперде, говорит. Какая страшная, бля. Пиздец. Кстати, он до сих пор этот красный костюмчик, пижаму эту красную носит. Он, наверное, уже пропердеть ее давно должен был еще в прошлом году. Кстати, индеец куда-то делся. Да и деда тоже нет. Фермер, ёпа мать. Серьезно? Мне нужно было уйти от жены, чтобы снова пойти с ней попиздеть? К чему это было показано, я не понимаю. Он проснулся, встал, оделся, вышел из квартиры, ну, блядь, из дома своего, чтобы просто вернуться обратно. Малолетний дебил. Точно же, больше заданий никаких. Ну да. Freya rescued. Sir Galsworthy put down his sword and took up his Вложил weapon. меч. А, ну, пацан нам читает сказки, He became короче. the greatest apple. I love it. I truly love it. Мне все это так нравится. Абигейл, дорогая, что на ужин? What's for dinner? Что на ужин? Away with you, you no good Пошел прочь, parasite. паразит You никчемный. Actually, Сам that's будешь not a bad готовить. idea. Вообще-то неплохая мысль. John, come out Джон, here. выходи. За долгом, походу, пришли. Hey, John. Привет, Джон. Abigail. Эбигейл, Sadie. Сэдди, Чарльз. Found Я его нашла. found my Я нашла Мику. I got a Нет, lead. One of his есть boys след.
Одного из его ребят разыскивают по обвинению в убийстве женщины. Его видит салон Стробери. Я думаю, он выведет нас прямо на Мику. But I gotta go now. Но выдвигаться надо сейчас. Ты идешь? Нет, он не идет. Я пойду. Это ваши дела, а его дело здесь. Yeah. Да. Yeah, I'll ride with you. Да, я поеду с тобой. Нет, я I'm begging you. тебя умоляю. No! Нет. You risk all this? Ты хочешь поставить все это на карту ради Мики? All this Ничего этого wouldn't exist if it не weren't было for бы, если бы не Arthur, Артур, Sadie, Сэдди. and all the folks that fell. Если бы не все эти, кто погиб. Если я оставлю его в живых, тогда все это будет просто иллюзией. And one of Jack's dragons. Такое же, как драконы Джека. Я тебя умоляю. I'm begging you. А я прошу, пойми. Understand. This is it. Я должен, я Please. прошу тебя. Постарайся понять. I ain't got no other choice. У меня нет выбора. Keep an eye on the place for me. Приглядывать за хозяйством. Of course. Хорошо? Please. Пожалуйста. Не уебывай Let's go kill мстить. this son of a bitch. Ну давайте убьем этого сукина сына. Да, наконец-то. Наконец-то. Come on. Let's get to Strawberry. Быстрее, поехали в Стробери, пока он не протрезвел. Все, это последняя миссия. Which one of Mike's boys is Так кто именно из ребят Мики там? Клит. Клит это который? Большой или маленький? The one with the rat. Тот, который с крысиной мордой. Как я понимаю, они оба с крысиной The мордой. little bastard. Ну, значит, маленький гаденыш с крысиной мордой. Это-то... Да, он заговорит. Еще как заговорит. We owe this to Мы Arthur. обязаны ради Артура. Думаешь, Артуру было дело до его... Черт, не думаю. Ближе к концу уж точно нет. He cared about Артур хотел остановить Мику, и именно это мы и сделаем. Говорят, ты теперь охотишься за преступниками, а ты, я слышала, теперь строишь дома, когда не убиваешь старых знакомых. nowadays. Я только этим и занимаюсь, что убиваю старых знакомых. Old friends and Старых и новых. Ain't that right, John? Так ведь, Джон? Seems that way. Похоже на то. You interested in bounty Хочешь hunting? походиться на преступников, Чарльз? Мой прошлый помощник отошел от дела. Мр.Тостер. Так, смазываем ботинок в гамне и готовимся запихивать. Да. Сейчас все будет. А, нет, такая работа не по мне. Я, наверное, подамся в другие края. На север, в Канаду. Найду себе женщину, заведу семью, если смогу. Ну, если встанет. Я, конечно, понимаю, чем такая жизнь, но я хочу попробовать. Hey, John. You gave Джон, him the это ты его family. заразил? I thought we would have been Я-то думал, насмотревшись на нас, он даст тебе обед без драчи. You know, Знаете, я тоже подумал уехать отсюда. down South America. Куда-нибудь в Южную Америку, может быть. Это дикие края, но не такие жестокие. I'd run protection for a Я могла бы gold охранять mine. золотые прииски или закрутить роман с красавцем-революционером. Не знаю. Что-нибудь, по крайней мере, открою для себя что-то новое. That all sounds good. Звучит заманчиво. Yeah, it all sounds real Да, nice. очень заманчиво. But we got some Но business прежде у to нас take есть care of одно first. дело. Запихать в очко ботинок. Чтобы Мика шел домой в 3 ботинках. 2 было на ноге, 1 в жопе. This is it. Ну что, Стробери, приехали. Лошадей оставим у моста и пойдем за ним. Че, прямо у этого моста? Вот. Так, а давай-ка мы пушечки-то возьмем. А то это все, конечно, здорово, но... Карабин магазинный. Вот болтовая винтовка со мной, во-первых, пусть будет. Во-вторых, магазинный карабин. Да. Народу там будет достаточно. Okay, John, Так Charles, you что, can Джон, jump the river. I'll вы stay идите на тот берег, а я останусь на этом. Встретимся посередине, так мы успеем осмотреть большую часть города. Okay, let's go. Тут, по-моему, я не очень винтовочку взял с собой, ну ладно. Вот он, Клит. Hey, Cleet. Been a while. Давно не виделись. Stop that man. Держите его, он разыскивается за убийство. Can't escape us, Cleet. Ain't no point in trying. Что-то как-то у меня не очень, Джон, бегай. Может, надо ствол вытащить? Ну, в смысле, убрать. Давай-ка вот так. А, ну, ладно. О, опять говно. А вот опять баба его поймала. Привет, Клит. Joe, you're gonna take
take a turn? Джон, хочешь тоже приложить? Эй, мы же с тобой давние приятели. Конечно, Сэдди, с удовольствием. Сбейте Клита. Ну, естественно. Ща мы ему Клиту подаем по Клиту. Мика, я его не видел. Хватит, хватит, хватит. Че, одного удара было достаточно? Lay into Давай, не жалей его. На ебло, конечно. И вот так еще. Да еще. Давай еще. Что стоит-то? Нет, нет, нет. Где Мика? Не знаю, мы с ним давно не виделись. Он объебло тогда? Знаешь что? Надоело мне это. Let's hang the bastard. Давай его повесим. Мамуль. Хорошая мысль. Пошли вешать его. Bring him up to the gallows. Тащи его на виселицу. Давай, суки. Come on. Зрители-то хоть будут? John, Вот такое развлечение раз в неделю бывает. Давай, пинками его. You heard the lady. Ты слышал, что она сказала? Поднимайся. Keep moving. Честное слово. Двигай. come here, you bastard. Давай, давай, давай. Move it. Come on. Давай, живо, иди. Here, I want you stood right here. Я буду исполнителем. All right. straight Давай you go. сдернем этого Put that никчемного bastard мерзавца. А, мне, блядь, еще и петлю надо завязать. up. Give him the Закрепить. noose, John. Давай, закрепим его. Закрепляем. Try this again. Where's Попробуем Mike? еще раз. Где Мика? Да не скажет он ни хрена. Where's Mike? Где Мика? Я же сказал, я давно его не видел. You lie. Ты врешь. Я не виноват. Он пытался меня убить. Где Мика? Ой, я же говорю, зрители подошли сразу. Говори, не то я сдерну его. Говори. М? Сколько народу сразу набежало. Стойте, подождите, подождите. Он прячется в горах. Кажется, он на горе Хаген. У него теперь своя банда. Они плохие люди, делают плохие вещи. Я пытался помешать ему убить ту девчонку. Мы разругались. Честное слово, пожалуйста, я же свой, я хороший. Hang him. И мертвый. Казни его. Нет, нет, нет. Пошел же. Thank you. Спасибо. Come on. A little rest. Давай, так Крестьянов сказал, что он на горе Холген. Причем, повешу я его или нет, и смотри, вообще никак не отразилось. Все? Представление окончено. Ой, лошади наш на месте. Давай. Пусть не близкий. Доведем дело до конца. We're coming. Мика, мы идем за тобой. Висит, болтается, на клик начинается. Типа не один день они ехали туда, я так понимаю. Все готовы. Через этот перевал можно подняться в горы. The way. Веди нас. Впереди есть старая крыша, возможно, они разбили там лагерь. Он снова пушки поубирал. Надо будет доставать их. There must be a sniper. Там стрелок. Прячься. Quick. You alive, Charles? Чарджа подстрелили. John, Откуда be садит? careful. А, вот, кажется, я его вижу. Кажется, я его вижу. Давай вот с этой вот. Нет, подожди, это болтовая.
Попасть-то я попадаю вроде в него. Надо ближе, винтовка не достает. Еще ближе. Ну так-то хоть он достанет. Не высовывайся. Так, это понятно, что мне не высовываться. Серьезно? Даже отсюда не попал. Наконец. Давай. Чарльза сейчас поправим. Надо еще что-то сожрать. Hey, you're okay. Эй, ты в порядке? You're okay. I will be. Наклеваюсь, но вы идите. Как обычно. Go on now. Move fast. Поторопитесь, не то они спустятся с холма и всех нас перебьют. Так, мы быстренько что-то сожрем. Желательно. Да похер, в принципе. Давай так. Come on, John. Сейчас, подожди, я должен They подкрепиться. know we're coming now. Слушай, они знают, что мы идем. Ну, там все будет в порядке. Ну, типа, брось, командир, не довезешь. Там вот эту вот всякую хуйню опять несет. Все, I just can't move fast. пошли. Come on, John. Ладно, иди, Джон. Чё? Ты со мной пойдешь? Here they come. Продолжайте забираться на гору вместе с Эдди. Watching you А сама-то с Эдди где? Okay, come on. Давай так. Что-то они меня как-то подразмотали. Hey, Есть еще кто? there, on the cliff edge. Блять, они наверху тоже. Pathetic bastards. Так, и один, по-моему. God damn you. Так, это наш. Браво, молодец. Valley's gonna get a bullet. Yeah. Надо еще что-то сожрать. Блять, они не дают. Давай какие-нибудь тоненьков нахуй, да? Как сожрем? Бля, я сейчас довыбираюсь. Вот. Вот так вот мне сделать. More of them. Нормас. Ну, оружие. Ух, упадет. There's a camp here. It's not big enough. Knocker rides with 10, 20 guys. Keep climbing. So we find that tower Charles talked about. Бля, куда за деревья свалил. Но по-прежнему где-то стреляет. Че, блядь, самый умный? Come on. Еще где-то есть. Pushing up. Продвигаемся вперед. Подожди, надо, правда, что-то сожрать. А то тоник-то тоже скоро закончится. Ой, We can't get trapped down here. погоди. Что у нас? Просто вот это вот хотя бы добавляет. Нормально. Ну, достаточно. Давай. Дальше.
До свидульки. Sadie! Shit! Look out! Сэдди там, по-моему, подстреленная, но все равно идет. Как-то она подозрительно прихрамывает. Come here, you bitch! Sadie! Get your hands Убери off! от нее руки. И от меня руки убери. О, пизда ей нахуй. Чарльз очнулся. You alright? Так, как, цела? Я в порядке. Выглядишь не очень. Перестань. You're bleeding pretty У bad. тебя кровь так и хлещет. Это ерунда. Тебе нужно присесть. Я в порядке. Ты умираешь. Все будет нормально. Просто присядь, ничего страшного. I ain't dying. Нет, я не умираю. I hope not. Надеюсь, что нет. I ain't dying. Я не умираю. Просто Get him, I'll be иди и fine. догони его. Со мной все будет в порядке. Надо передохнуть. Как скажешь. Charles, Чарльз, побудь с ней. Charles, you worry about Чарльз, позаботься о себе. up there. Я буду через минуту. Смотрите, кто пришел. Вечно ты проявляешься, когда есть какое-то дело. Значит, только ты остался? Да, только я. me. А вам, ребята, пизда. Ну да, так. That was Joe! Это был Джо. Значит, мы рядом. Where is he? Подожди. Где моя шапочка? А то я не солидно выгляжу. Шапки нет. Она куда-то улетела. Не мигает даже. Это моя? Моя, походу. Micah, you gotta get him! Out here. Не, она чмошная, это не моя шапка. Жопа плей. Дрова. Второго жопа плыть. Да. Нету. John, we're fine. Да все, я иду. Я случайно тут выбрал какую-то хрень для животных. Так, ну давай. Блять. Надо было тогда использовать. Но что-то он не всегда срабатывает почему-то. Жопа плей. Купил новый ПК. Первой игрой купил РДР и за 2 часа дня наиграл 13 часов. Well, I got something to За 2 дня наиграл 13 часов. Ну, прикольно. Я тоже первый раз, когда в нее залип, короче, я тоже там первые 2 дня тоже прилично на нее в нее так наиграл. Ощущения непередаваемые. После эволюции с доты на минималках. В доту я вообще, кстати, не играл, чувак. Но я думаю, то, что там... Я ее видел. take care. Не мое. Но РДР действительно возбуждает. Так, на мне главная шапочка надета. Сейчас, значит, им всем пизда будет. А вот оружие надо будет поменять. А то так что-то не очень. Close! Micah, come out here! Мика, выходи, говорит. Сейчас вам всем труба. Бам. Бам. Ну почти. О. Прям в головенку. Третий был. Where's Micah? Почему ДД не работает? Что за хрень? It's John Marston, Micah! Жопа плей. Графинчик на минималках глаз режет. Теперь на ультрах 144 гоняю. Кайф. На Новый год затарил девайсы. Осталось новый моник купить на ДР и будет полный комплект новенького пул. Жопа плей. ПК. Я вот сейчас тоже на 50-дюймовом телеке играю в данный момент. Мне так вообще по кайфу.
Хотя там чувак улетел. Не вижу смысла даже кого-то шмонать и так далее. Мика Белл. Мне нужен только Мика Белл. До свидания. Блядь, сверху, сзади, снизу, сбоку. Так, главное шляпу. Главное шляпу не терять. Кто стреляет? Таямба. Жопа клей. А у меня Моник 7-летний. Вот в чем проблемка. Ну ничего, надеюсь, у тебя все получится его... А, вот ты где, сука. Получится пообменять и будет тебе ништяк. Шапочку. Шапочку главное не терять. Все, теперь он солидный. Блять, это не та. Это не моя шляпа, идите нахуй. Нажимаешь одеть шляпу, он, блядь, берет мужика. Нажимаешь одеть шляпу, он надевает не ту шляпу. О, все, теперь я спокоен. Теперь им точно всем пиздец. Надо бы провздеться, да, немного. Давай что-нибудь захаваем. А что? Вот у нас тут это все дает. Почему-то Дедай вообще не используется. Видимо, не положено. А жрать мне больше нечего. Давай вот этот тоник хотя бы впитаем. Хуя меня повело. Ну-ка, давай куда-то вот этих вот ребят отбыщем. Тоник, походу, на абсент похож. Его аж пошатнуло. Будто говна въебал. Это лекарство. Ну, затем я уже не полезу. Теперь бы с ним баксы, патроны, сильное лекарство. Сзади. Блять. Your end is near. Ну да. Не зря я тоника въебал. Все? Кончились? Пошли еще выше. Блять, вы когда закончитесь? Ну снова эта хуйня, типа убей деревню. Найди Мику. Щит, CJ, щит. Это не Мика. И даже это не Мика. А чувак у нас отстрелил, походу. Неплохо. Так, нам еще дальше. Ебать, у них, кстати, большой лагерь. Мика, ты там? Ну, конечно, он там. А он такой выглядывает за шторки. Я тут, а? Чтоб тебя, Мика. God damn it. Нам вот до того дома надо идти. Мика!
Майка. Hey, Micah! Эй, Мика! Сукин сын, вылезай. Красота, конечно. С одной стороны горы. Там вон вообще все зелененькое. Micah, Мика, если ты здесь, выходи. come out! Hello, Scarface. Здравствуй, Шрам. Did you miss me? Скучал по мне? Not much. Не особенно. Been a few years. Сколько лет прошло? Красиво. Как там твоя шлюшка? Good. С ней все хорошо. Didn't reckon I should waste my Казалось, что time мне не killing стоит you, тратить на тебя время. but I felt Но different. я рассудил иначе. Я вижу. Ну, может, когда мы с тобой закончим, я нанесу ей визит. И с мальчонкой потолкую. Whatever you say. Как скажешь. I got more men. Джон, ко мне уже спешит подмога. You should run away. Причем я в него попал. Almost got you there. Oh, John, you're slipping, John. It's just here. Come take a look. Come on now, Micah. At least Уходи, die like a Мика. man. Хотя бы умри, как мужчина. Проклятие. Все как в старые добрые времена. Come on. Давай. You turn Повернись. around and start А теперь walking. шагай. Будет отстойно, если баба отключится. You got me. Я сдаюсь. Как в старые добрые времена. От визитеров отбоя нет. Неожиданный твист. Привет, сынок. Mrs. Adler, Мисс Адлер. been quite a while. Давно не виделись. Now, John. Итак, Джон. Now, Итак, what were you что ты там говорил? What are you doing here, Что ты Dutch? здесь делаешь, Дач? То же, что и ты, полагаю. Dutch and I Мы are, с Дачем снова объединились. У нас есть деньги, у нас есть мечты. we got dreams. Join us, John. Пойдем с нами, Джон. Пойдем с нами. Let her go. Отпусти ее. I can't do Этого я that, сделать не могу, Джон. Dutch, Дач, одумайся. come on now. Напряженный момент. Кто в меня стрелял, парень? You started. Ты первый начал. Brave me. I could say the same. Я тоже могу сказать про тебя. I was trying. Я пытался делать как лучше, а ты думал только о себе. You just cared for yourself. I think differently. Мне это видится иначе. Пойдем с нами, Джон. Let her go. Отпусти ее. Ей нехорошо. I don't want to kill Я не хочу тебя убивать, Джон. Артур спас меня. Arthur saved my life. Артур спас мне жизнь не один раз. Артур давно умер. Наступила новая эпоха. It's a new century. Dutch, Дач, мы все старались ради тебя. Мы не виноваты, что так сложилось. ain't our fault. Things turned out the way they did. Dutch, Дач, моя смерть ничего не решит. won't solve nothing. Put down your gun. Отпусти револьвер, Марс. Say something, Dutch. Скажи что-нибудь, Дач. Say something. Мне уже больше нечего сказать. No more. Та-дам! You shot me. Ты меня подстрелил.
Вот тебе и подельники. И метко как подстрелил. И еще в мошонку. Бам. Я ему прям в челюсть попал, он должен был вообще как бы немножко вот как как хищник, блядь, раскрыться. Thank you. Спасибо. Я. You okay? Ты в порядке? Я в порядке. Easy. Не в своем уме. Очень на это надеюсь. Помоги мне встать. Let's go get Charles. Идем за Чарльзом. Там деньги. Lots of money. Куча денег. In the cabin. Хижине из Блэквотера. I'll go see. Я проверю. Скорее. I got a wedding I want. Мне на свадьбу нужно попасть. То есть про которые бабки они всю игру говорили, вот они. Плюс еще сверху. Теперь Джон Марстон богатый хрен. Но баба еще нормально передвигается, особо не ранена. Дач понял то, что он накосячил, поэтому ушел, не забрав бабло и застрелив крысу Мику. Jack, Uncle, come out Джек, here! дядюшка, выходите. Причем, кстати, подстреленный Чарльз гораздо увереннее в седле держится, нежели баба, которую ножом поранули. It's over, Abigail. Все позади, Бигел. It's all over. Все закончилось. Как-то так. И все? Кинозатавки, может быть? Ну, тут по-любому должна играть музыка с авторскими правами. Это я точно могу сказать. Раз я ее выключил, значит она есть тут. В данный момент она играет. И чё? Мужик какой-то едет на коне. Ну, видимо, такие случайные какие-то вставки и так далее. Ну, в общем, вот и все. Вот такая вот игрулька. Ну, еще, может быть, что-нибудь покажут, типа свадьбу, допустим, Джона. Да, вот его свадьба. Объявляю вас мужем и мужем. mr.toaster. Сцены после титров будут. Ну это ж тебе не Марвел. Ну вот они, по идее, сцены-то после титра. Короче, свадьба состоялась. Они официально поженякались. Все классно. Куча вот теперь у Джона бабла. Дач, в принципе, тоже неизвестно куда, просто ушел в закат. Мика подох, все счастливы. Все встают и дрочат. Вот такой вот сюжет. Ну, единственное, что не так-то игруха, она клевая. Она хорошо проработанный мир, красиво все сделано. Единственное, что ну вот эпилог, прямо вот перетаскивание говна, это вот вообще, по-моему, как бы затянутые моменты, я считаю. В Южном парке вот высмеивали то, что у них там пролог затянутый. Но, по-моему, пролог 2 часа. Не сравнится с эпилогом на 10 часов явно. mr.toaster. Жаль, дачу ботинок не удалось вставить. Я только сейчас вспомнил, короче, если ты стреляешь в даче, что тоже можно сделать, когда вот он со стволом тудым-сюдым, короче, переключается, можно в дачу выстрелить, короче, но
Тогда сразу же провал миссии и типа с катсцены, ну, с определенной контрольной точки, короче, заново. Все равно в Мику стреляешь. Но, в принципе, дач. Он просто, ну, типа моральных пизделей получил так-то. Он остался вообще без бабла, о котором все время мечтал, без подельников, без банды. Он просто остался один без всего. Так что в этом есть тоже какая-то доля иронии. Пляски у них, короче, вся хуйня под авторскую музыку. Вот как-то так. Ну, я говорю то, что местами затянутые вот эти вот моменты, длинный эпилог, некоторые миссии, которые ни на что вообще не влияют. Ну, это чисто сюжет ради сюжета, короче. Ну, растягивают, как это любят, короче, растягивать игровой процесс открытым миром с разными побочными миссиями и так далее. Но какой большой плюс у этой игры, то, что у нее хорошо проработанный открытый мир, в нем интересно находиться. А чаще всего игры с открытым миром встречаются, в которых делать нечего. Угу. Законники Мико нашли. А бабки нет. Бабки Джон утащил. Кстати, кто знает, может быть и дачи поймает. Он же тоже типа в розыске. Надо, я думаю, подождать немножко. Может покажут, правда, что с дачем случилось. Это получается что, какой? 16-й был стрим по счету. Где-то по 4 часа в среднем. 64 часа у меня это. Ну, 70 часов, короче, грубо говоря. Грубо говоря, 70 часов у меня игра заняла. Не выполнил я, получается, 2 сайд-квеста, которые белым там горели. Один был на мужика рыбу половить, один там еще в Сен-Дени появлялся, а так, в принципе, я все выполнил. Плюс еще я активности всякие на дороге останавливался, делал типа там яду соснуть или мужика из этой, как его, из капкана освободить. Интересно, старый с индейцем будет с ними вместе жить? Или они куда-нибудь уедут? Хотели. Ну, старый, по-моему, конкретно вписался. Не, ну все, индеец точно уезжает, он с ними тусить не будет. Они народят и держат из-за пенсии. Кстати, 70 часов, если я ее проходил, то я Dark Souls Remastered проходил тоже 70 часов. В Канаду погнал. Ну да, он же хотел в Канаду. Я же этот, как его, Dark Souls Remastered тоже 70 часов проходил. Где-то часов 40 у меня сюжетка заняла. И часов 30 на гринд у меня ушло. Да-да. Там еще не за горами третий Dark Souls, где тоже придется погриндить. Надо посмотрим еще. Ну, в плане том, то, что надо ли будет там необходимость такая гриндить или нет. Но я посмотрел, как бы, рисовку Dark Souls третьей части. Прям это вот очень похоже все на Bloodborne и по динамике, и по исполнению пейзажей, рисовок и так далее. Прям ощущение, то, что третий Dark Souls это что-то между
Bloodborne и первой частью. Ну и второй тоже. Кстати, а что это за тренда? А, это Сэнди, наверное. Она только шевелюрой обзавелась. И письмо пишет. Хотя, может быть, это что-то другая какая-то баба. Все-таки мне кажется, должны показать, что с датчем произошло. Мне так кажется, по крайней мере. Вот и псина живая. Все нормально с ним. Укус змеи прошел бесследно. То есть, короче, получается, в течение прохождения всей игры трижды можно поймать авторские права. Один раз я словил, удалил. Ну, тот отрезок, короче, где музыка играет. И вот один раз ты еще ловишь, когда Артур скачет на коне, у него там всякие мысли, воспоминания играют. И вот здесь еще. Тостер. Все благодаря идососунему навыку. Да. Как говорится, яда сосать не умеешь, грош цена тебе. Вот и все. Вон еще законники. Они еще кого-то ищут. Скорее всего, из банды, да? А где диалоги? Ну где? Где же? Либо писали, о чем они говорят. Но они кого-то пасут стопудово. Они кого-то ищут. Скорее всего, либо из банды, либо да. Я не знаю. Ну, что могу сказать? Надо еще первую часть как-нибудь осилить. Она, конечно, не такая длинная по продолжительности, естественно. Не такая длинная по продолжительности, как вторая. Но там тоже хватает всяких миссий стопудово. Я думаю, ну, часов 40-50 у нее там прохождение будет. Не проходил, не играл, только видел буквально. Вот, чтобы без спойлеров, короче, я буквально посмотрел минут 20 геймплея первой части. Как бы неплохо. Для третьей плойки пойдет. Кстати, на эмуляторе третьей плойки она вполне неплохо хавается. То есть эмулируется хорошо игра. Просто работает без говна всякого. А некоторые игры не работают. Ну, так что можно как-нибудь запускать ее на эмуляторе. Да. Передохну, так сказать, от лора RDR 2. Так-то неплохо, и сюжет во второй части срежиссирован неплохо. Прям, ну, такой добротный вестерн. mr.toaster. А в Steam RDR 1 нету. Нету. Она выходила только на консолях. Только на консолях 7-го поколения. Или 6-го. Ну, короче, третья плойка Xbox 360. И все. Больше ее нигде не полобать, ничего не сделать. То же самое коснулось и Silent Hill 8, который Downpour. Или Downpour, не знаю, как правильно читается. Тоже только на консолях. Типа эксклюзив, вся хурма. А причем есть какой-то в первой РДРке какой-то режим, там тоже что-то зомбарей как-то валить надо, там дополнение какое-то выходило. Не знаю, но онлайна никогда не было, вот только во второй части туда онлайн прикрутили. Но
Говорят, онлайн просто голимая гринделка. Просто ты либо можешь охотиться, либо травы собирать, либо какой-то еще хуйней mr.toast. заниматься. Ох уж эти времена эксклюзивов. Ну да, да. Ну а чё, третьей блоке надо было как-то выезжать, иначе бы она просто под гнетом коробокса 360-го бы полегла нахрен, да и все. Чисто из-за того, то, что консоль была такое себе по архитектуре разработки игр, да, еще и цена к тому же. Да и в целом она какая-то такая себе была, корявенькая. Вон, мясник, который с нами был в банде, он до сих пор жив, мясную лавку держит. А глаза-то хитрющие. А, тут у меня фотка всей банды. Половина трупов. Так, ну дальше что? Получается, чего-чего? 28 примерно, 27 числа, короче. Ну, я думаю, то, что 28 еще, короче, мы запускаем Луиджи. Может быть, получится даже его добить за один стрим, не знаю, как там карта ляжет. Насколько она длинная, я не в курсе. Вот. RDR 2 закончилась. Значит, вместо него я запускаю Dark Souls 3. Сейчас поставлю его скачиваться. Вот. После окончания Луиджи запускается 7-й резик. Так как сюжет взаимосвязан между 7-й и 8-й частью, их буду проходить по порядку. А потом уже, короче, можно будет вернуться где-нибудь на 4-й, 5-й, 6-й резидент. Думаю, так будет оптимальненько. Вот. Как-то так. Ну, если мне охеренно повезет, то до конца февраля я пройду третий Dark Souls с дополнениями. Не думаю, что там они прям такие длинные. Вот. Ну, как раз после нее сразу же будет Elden Ring. Ну, вместо третьего Dark Souls. Как-то так. В планах пока вроде это. Потом уже буду запускать Tormented Souls, этот, ну, вот, про головоломки игрушку. Насчет Киберпанка что-то я пока не уверен. Стоит ли вообще его запускать? Как-то он, ну, такой, среднячок вообще. Не знаю. Да мало ли что. Вон там еще, может быть, Dying Light 2, почему бы тоже не полобать. Так-то тоже забавная игруха. Первая часть была, ну, нудноватая, но неплохая, короче. В принципе, как минимум. Скорее всего, тоже немножко сыроватая должна выйти, но типа патчем первого дня, я думаю, они вполне ее починят. И ништяк. Обычно эти ребята более-менее играбельные игрушки выпускают. Так, ну что у нас будет? Что-нибудь продать что-то? Ну вон, Сэнди, короче, уехала. А старый пес все равно сидит в этой хибарке. Все равно не хочет уходить с ранчо. Прижился там. Как просто, да? Встретил кореша на улице. О, вся хуйня, я буду у тебя жить. И все. И теперь его не выгнать просто. Деловой. Либо, конечно, у них какая-то выгода с него есть. Ну, типа пенсия, там еще что-то. Я не знаю. Титры что-то вообще долго идут. Я не знаю. Ну, может быть, да, на самом деле продачи вообще ничего не покажут. Иван Павлович, музыкальный директор. Короче. mr.toaster. Льготы по уходу за пожилыми.
Ну, наверное, на утку там ему меняется хуйня. All right, John Marston. Что ж, Джон You Марстон, bought this meal раз уж ты somewhere купил around это my neck, ермо на better наши, try and keep на it наши straight. шеи, давай постараемся, чтобы что-то там теми деньгами я оплатил наши долги. I don't want to talk about Я не that хочу money. говорить про те деньги. Забудем об этом. Все позади, Эбигейл. Abigail. I'm sure. Не сомневаюсь. Then get to work. Тогда за работу. Тебя ждет собственное ранчо и сын, которого нужно воспитать. Yes, Заебись. Слушай, мэм. Слушаюсь, мэм. Speaking sarcasm, Вы что, John Marston. насмехаетесь надо мной, Джон Марстон? Я в мыслях не было. Good. Вот и славно. Anyway, Мне казалось, тебе нравится это место. place. No, John, I don't. Нет, Джон, мне нравится. Я обожаю его. Это наш дом. It's home. Кстати, там еще какая-то постройка вырисовалась. Цилиндрической формы. На звезды, наверное, пялится. Ну и типа все, короче. Теперь типа можно тут заниматься вот свободной игрой, короче, заниматься какими-то делами. Типа ты сюжетку прошел, можешь, вот тебе весь мир, короче, на твоем рассмотрении, усмотрение. И типа можешь заниматься чем-то еще. Ну, я не любитель бесцельно вот так вот бегать по таким мирам. Поэтому, что, будем заканчивать стримчанский. Вот такая вот игрушка. mr.toaster. Го экскурсию по ранчо. Думаешь? Ну давай пройдемся, глянем. Кстати, это же раньше. В первой части тоже будет. О, кстати, он беседку сделал. Неплохо. И с досками подразъебался маленько. Кстати, причем в понимании разрабов беседки всегда одинаковые делаются. Помнишь, там баба тоже сидела? Письма читала, короче, дочка одной из семейств. Тоже у нее такая же беседка, только мог бы стульчики поставить. Жидова. Взял какие-то ящики, накидал. О, сортир. Здорово. Заебись. Туалет заколотили. Наверное, чтобы малой не шастал, забили досками. Что читаешь, Джек? А это что такое вообще? Это у них кухня, что ли, такая? Ну да, плитка. А почему кухня не в доме? Видимо, не положено тогда было. Stop what you're doing and get to eating, huh? Теперь доступен семейный ужин. Спасибо, я не хочу с этими углубками жрать. И тут кухня. Подожди. Женщина. Что это за здание? Вот мне? А туда и не попасть. Надо типа какой-то крючок, чтобы лестницу стянуть, наверное. Да. Закрыто. Ну окей. Кстати, на ферме довольно-таки шумно. Мне говорит, коров хватит, а сам 2 штуки аж завел. Быка и коров. Курятник. Куры где-то кудахчут, а самих кур где нету, только говно одно осталось. А вот они, куры. Куры. Можно их покормить или выпустить. Все, выходите, вы свободны. Нахера это горит? Просто чтобы в конюшне было тепло. Странно. Улицу топят. Просто, видимо, чтоб горело. Ну да, он, получается, вот эту стенку обогревает. А, возможно, он обогревает, чтобы вода была не холодная. Поэтому стенка греется, да? Резонно же. Хотя и тут тоже вот эта штука для водопоя. Корыто. Почистите стойло, прежде чем доить корову.
Да, слушай, тут можно прям фермерством заниматься, просто так от неху делать. Можно кур покормить, вот. Можно... А, нет, ну, с ростками ничего не происходит. Ну, возможно, они потом как-то вырастают. Сколько у нас? Раз, два, три, 4. Лошадей не хватает. Кто-то спиздил лошадь. Возможно, индейец утащил. Ну и давай домик посмотрим. Можно уже заканчивать. Не, ну слушай, обжили хатку-то. Вон тут побриться можно. Принять ванну, выпить чашечку кофе, Things all right by you? Yep. даже переодеться. Well, that's good, I suppose. Не, старый пес все равно у нас тусуется. Так, ну это комната малого, значит. Хотя... Ну да, малого. Вот я смотрю, он какие-то бешеные игрушки. Велик трехколесный, блядь, он... Ничего то, что... Подожди. Малой переехал к нему, когда ему было, наверное, лет, ну, примерно по возрасту 12. Зачем ему велосипед для малолетних, 6-летних детей? Сесть за стол. Нет, я не хочу с этим уродом садиться за стол. Ну-ка, а залобать на клавесине можно? Не, он на стул садится только. Getting on all right? Все в порядке? Ну ничего, неплохо, неплохо. Food. Ты там дырку протрешь скоро. Кухня. Да, тут помещение я не знаю зачем. Может быть просто, ну, которое на улице. Может быть просто разделывать там туши. Тащить сюда и здесь уже доготавливать. Семейное ложе. Везде огонь горит. Жопа плей. Я снова тут. Здорово еще раз. О, кто лобает? Тран-тан-тан. Пол грязный. Она, походу, короче, весь мусор туда. Жопа плей. Кучку смазаться. Ладно, мне пора. Удачки. Давай, удачи. Ложай. Она, короче, смотри, как она убирается. Она берет просто по углам весь мусор, разметает. И все. И в рот ебать. Пойти, что ли, шваброй и по хребти не дать, чтобы убираться научилась. Причем так почти под каждой поверхностью. Куда не посмотришь, везде стоят метла по углам. И везде грязь, короче, по бортам разметена. Долбаная сука, еще на меня пиздит. Ну, на кухне особо ничего не видно. А, видно, вот ее косяки. Вон она везде весь этот мусор скидывает. Падла какая, а. Еще, блядь, женись на ней. Ладно, все, хорош. Будем заканчивать. Как-то вот так вот это все. Спасибо за поддержку, спасибо за просмотр. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите